где достать денег. Сладкое или соленое? Сладкое. Блондинки или брюнетки? Я молодой, у меня там гормоны, тестостерон шкалит. Я думаю, все, мне нужно там сейчас этот рекорд поставить, или я завтра умру просто. Да. Полгода это были полгода вот как день сурка. Эту картину своровала. Ну понял, ну просто это никому не нужно. Вот главный вопрос. Это никому не нужно. Деньги с бюджета идут, все хорошо у них, все замечательно. У нас там в школе пацаны клей нюхали на переменах. Ну, это не делайте так. Это тяжело. Ну, не знаю, в моем детстве это казалось стрёмным. Мне тогда хотелось только вот в футбол играть и все. Пейте, сдохните молодыми. Бухайте. Да. Зарплату тебе большую никто платить не будет. Нужно сделать рентген. Я говорю, да я не могу. Она берет сама мне локоть вот так вот выворачивает. Не знаю, как я сдержался там, чтобы не начать бить женщину первый раз в жизни. Очень забавная история. Всем привет, дорогие друзья! Вы вновь на канале Нетипичные будни. Со мной в гостях Денис Кектор. Приветствуйте, Денис. Рад тебя видеть. Взаимно. Давно с тобой не виделись. Расскажи о себе, как твоя жизнь вообще в целом, кто ты, расскажи людям, которые тебя не знают. Ну, если издалека начать, как бы, канал-то у тебя спортивный. На данный момент. Ну, пускай хотя бы на данный момент, вот, начинал я с начинал я еще раньше там с акробатики, я уже, если прям брать всю спортивную жизнь с 5 лет в спорте, в этом году будет 22 года, как я в спорте, вот. В 5 лет пошел на акробатику, в 7 лет на дзюдо, и потом с 10 лет я уже вот перешел в тяжелую атлетику, и основную часть своей там спортивной деятельности провел в этом виде спорта. Вот. Сейчас работаю тренером в фитнес-клубе в Воронеже, в Трейле, и перешел в бодибилдинг. К этому мы еще вернемся. Так, по поводу, ты сказал, что занимался акробатикой, тяжелой атлетикой, много видов спорта в твоей жизни было. Давай по порядку просто, как пришел вообще в акробатику, что сподвигло, родители отдали или как это у тебя все происходило? Слушай, да, то время, мне там 5 лет было, я толком-то его и особо не помню. Я помню, что единственное яркое воспоминание с акробатики, это когда меня пытались посадить на шпагат, и я не мог. И я, короче, прям... порвали просто? Не, ничего не порвали. Я плакал. Вот единственное, что я помню с акробатики, это как я плакал на тренировках. Дзюдо чуть больше в памяти. Туда меня отдал отец, потому что он сам занимался дзюдо. Вот. После дзюдо, я там тоже 2 года пробыл. Я начал заниматься там просто игровыми видами спорта. Ну, в частности, футболом. Мы даже там на какие-то соревнования ездили. Но в 10 лет родители поставили ультиматум, сказали, либо идешь в музыкалку, либо идешь на тяжелую атлетику. Я категорически почему-то отказывался идти в штангу, я не знаю, что у меня там было в голове, какие мысли, вот. Но в первый день, когда меня туда привели, я попал прям сразу на соревнования, просто как зритель посмотрел. Вот, мне это понравилось, и потом я начал заниматься, спустя 2 недели уже сам выступал. Спустя 2 недели уже первые соревнования были? Да, детские. А в каком весе ты пришел в тяжелую атлетику? 38, до 38 категория была. Забавно вообще, знаешь, вот я общался с другими мощными там атлетами, которые сейчас уже весят там за сотку, вот там Тимур Нанев, Данил Вагайцев, там Максим Могучев. Все пришли в тяжелую атлетику, просто там весили 30-40 килограмм. Ну, там. 10 лет, да, что я там мелкий был. Ну, я в 12 тоже пришел, но я почему-то 38 не весил. Ладно, это все моменты молодости.
Вот по поводу тяжелой атлетики. Ты добился довольно высокого уровня в тяжелой атлетике. Относительно. Расскажи о своих достижениях основных. Что ты выиграл? Я знаю, что ты мастер спорта по тяжелой атлетике. Когда выполнил, как это вообще твой путь происходил? Слушай, с мастером спорта вообще отдельная история. Если брать неофициальный норматив, ну то есть неофициальные соревнования, я там выполнил еще в конце 2012 года, мне там 15 лет еще было на чемпионате города. Тогда еще была категория 85, я поднял 135 в рывке, 166 в толчке. Вот. После этого я официально уже выполнил на спартакиаде учащихся. В 2013 году уже перешел в 94. Ровно тогда подняли мы норматив. 140 рывок, 170 толчок. Мы даже от последнего подхода отказались в толчке. Ну, я видел, что на тренировке там выкладывал 180 уже подходил толкать. Не, тогда нет. Тогда это чуть позже было, да? Да, это было чуть позже. Так, 145-175 я на тренировке поднимал. Но я не знаю, какая была проблема там с подачей документов или еще чего-либо. Короче, официально мастера спорта я выполнил в 2020 году, мне его присвоили. Получается, спустя 8 лет после первого выполнения его. Офигеть. Слушай, ну да, документы. У меня есть товарищ тоже, который в тяжелой атлетике поднимал мастера спорта, и даже выше ты его тоже знаешь. Никита Кутепов. С Воронежского области. Все. Да. Он точно так же выполнил мастера спорта, и, к сожалению, ему так и не присвоили. Ну, это у нас вообще проблема с этими документами, потому что странные какие-то правила, почему должно там быть обязательно 10 участников в категории, хотя мы не с ними боремся, а у нас есть конкретный норматив, который мы должны поднять. И поднят он в конкуренции, или ты один там выступал, какая разница? Это же не единоборство. Да. Поэтому... Ну вот, и по итогу он мастера спорта в штанге, ему так и не присвоили, но он буквально там через год выполнил мастера спорта в пауэрлифтинге и сейчас рекорды России там даже устанавливает. По поводу твоих достижений, медали, я знаю, что ты являешься чемпионом России среди молодежи, правильно? Да, в 2020 году выиграл молодежку. Вот. По идее должен был там на чемпионат Европы ехать, но тогда там ковид внес свои ограничения. Вот в итоге не поехал, готовился, причем также работая в фитнесе, тренировался через день, но старался, хоть и тренировки были через день, там по 2 тренировки делать. То есть тогда какой-то у меня азарт, запал был, тем более это было возвращение, про которое мы чуть попозже поговорим. Обязательно. Вот. И поднял я тогда 5 подходов, 163 в рывке я выполнил в конце и 201 в толчке. Причем, что я после рывка проигрывал 10 килограмм. И в итоге смог 11 отыграть в толчке. Ты, по-моему, тогда зарубался с... Сейчас не вспомню, как парня зовут. Он рывкач хороший, он рекордсмен России сейчас в рывке. Блин, я тоже сейчас не вспомню. По-моему, сейчас он 109 выступает. Вообще. Ладно, это мы потом напишем обязательно снизу ремарку. Вопрос от подписчиков. Я знаю, что на тренировке ты поднимал немного больше, особенно в рывке, нежели чем на соревнованиях. Почему не удавалось повторить зальные рекорды на выступлениях? С чем связано? Банально все. Какие-то болячки, травмы. Изгонка веса. Такая изгонка веса. Сейчас я понимаю, что это была абсолютно не изгонка веса, там 2-3 килограмма согнать. Сейчас я это понимаю, что можно вообще сделать за сутки и достаточно легко. Ну да. Вот, ну... С новыми знаниями. Да, тогда вот еще, наверное, моя была ошибка, что я гнался вот за этими весами на тренировке, перепахивал, ловил вот эту перетренированность, и в итоге прям перед стартами то болел, то еще что-то, то какая-то травма случалась. Вот, допустим, когда я рвал вот эти 172 у меня лучший результат.
Лежать! Лежать! Буквально там через неделю 2-3 я получил там травму спины и на Кубок России ехал с травмой. Вот, поэтому, мне кажется, гнаться за такими предельными весами нужно не на тренировке, а на соревнованиях уже. Ну, сейчас ты к этому пришел уже с опытом. Да, поздновато. Лучший результат в рывке 172, в толчке лучший на тренировке. Слушай, было время 210 даже толкал, но я тогда и весил под 110. Сейчас ты весишь сколько? Сейчас 90, конкретно сейчас. Да. Поменялась немного твоя жизнь. Да. Ну, как ты сам рассказывал, в лучшую сторону. Да, Я точно хуже не стало. Отлично. Расскажи дальше о своих... Давай просто результаты обсудим, дальше уже перейдем к бодибилдингу. Приседания на груди. 230 на 2. На плечах. 250 на 2. Тяга. Я знаю, что ты выступал по пауэрлифтингу даже. Да 270 я тянул, что классикой, что сумо. Вот. Но мне кажется, запас был прям предел, не знаю, свой. Расскажи вот об этом достижении. Я считаю, что об этом нельзя не упомянуть, просто что ты выступал на каких-то соревнованиях. Я не знаю, что это за федерация была. Ты про пауэрлифтинг? Да. Короче, федерация есть такая НАП. И там проводят... Это альтернативная федерация пауэрлифтинга. И там не только троеборье, там и жим лежа. Ну, отдельные дисциплины. Да, причем вообще всякие разные. И бицепс, и трицепс. Чего только нету, мне кажется, скоро вообще придумают еще какую-нибудь интересную штуку. Вот, в общем, была такая дисциплина становая тяга на количество раз, как там, например, русский жим, а это назвали русская становая. Ты тянешь в лямках, в поясе, фиксированный вес на количество раз. В итоге... Вес ты сам заказываешь или там? Нет, там есть определенная градация, то есть 100 килограмм, 150, 200, 250. Я тянул на тот момент 200, в категории до 90 вытянул 30 раз. 200 на 30 раз. Да. Кто из подписчиков вообще просто 200 на раз тянет? Не, Напишите. мне там говна-то написали в комментариях, что и в лямках, и в отбив, и еще что-то. Ну, не знаю, как по мне, просто попробуйте любой вес, без разницы, 200 это или нет, сделать 30 повторений, и как у вас там с головой все в порядке? Да. Едете. Нет, едете. По поводу других видов спорта, ты рассказал, что ты занимался акробатикой, дзюдо, вот тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, сейчас пришел к бодибилдингу. Ну, пауэрлифтинг такой залетный был. Залетный. Я в своей жизни тоже 2 раза все выступал по пауэрлифтингу, 1 раз как раз таки с тобой. В тяге. В тяге, да, это лучшее мое выступление было. Я тогда потянул примерно то, который тягу работал, просто в зале. На 245 я тогда потянул, 260 не потянул. Это моменты, когда не тренировался. В общем, расскажи о своих увлечениях. Я знаю, что ты очень любишь смотреть ММА. Как тебе этот вид спорта? Хотел бы ты попробовать его сейчас, вот прийти к этому, как-то потренироваться, может быть, где-то выступить на каких-нибудь региональных соревнованиях? Нет, слушай, выступать точно нет. Мне просто нравится следить, смотреть за единоборствами, потому что их хорошо освещают, в отличие от... От силовых видов спорта. Не, почему? Силовые виды спорта многие достаточно освещают хорошо. Тот же пауэрлифтинг, на удивление, хоть это и не олимпийский вид спорта, как тяжелая атлетика. Вот. А ММА сейчас, как по мне, это тренд... Да даже не само ММА, а в целом единоборство, там, кулачка, кикбоксинг сейчас пытаются возродить, там, бои в этих ММА-перчатках на руках. Вот. Слушай, я бы, может быть, когда-нибудь занялся каким-нибудь бразильским джиу-джитсу, как вариант, но уже на пенсии. Вот. На пенсии? На спортивной пенсии, вот, когда мне там будет лет за 40, тогда можно подумать. Ну, а так вообще, как ты считаешь, вот использовать такие подвижные виды спорта, например, там, как борьба, бокс, там, ММА, как инструмент биохакинга, как прокачивать там свою выносливость, вот, координацию, как это вообще для тебя?
Слушай, да? Есть смысл? Ну, вполне. Я думаю, да. Но опять же, смотря какие у тебя цели. Допустим, ту же выносливость можно прокачать, тренируясь в зале, тем же, В тренажерном. кроссфитом там. Тут дело в том, что тебе должно это удовольствие приносить. Если тебе приносит удовольствие, мне кажется, заниматься можно вообще чем угодно. Ну, а сам для себя вообще пробовал? Вот, ну, Я после- пробовал, но это такое было, там пару тренировок сходил по боксу. Вот. Но я говорю, у меня в детстве база была дзюдо. Вот. Ну, опять же, это детство, это там 2 годика я прозанимался, и сейчас я, конечно, наверное, ничего не вспомню уже. Ну, вырубить, если что, можешь там рандомного подписчика. Нет, кстати, у меня одной драки в жизни не было. Я не знаю, у многих там, кого не спросишь, и в школе дрались, и еще где-то. У меня вообще за всю свою жизнь ни одного конфликта такого не было. Секундочку. Что-то где-то пищит. Это у меня часы. А, это у тебя? Все, замечательно, все пишет. Я думаю, у меня там, я уже просто понял, паничка. Нет, это звук часов, так что... У меня уже Отчетик. паничка, понял? Я думаю, сейчас что-то не записывается, просто у меня инсульт сейчас будет. Как ты видишь тяжелую атлетику через 20 лет? Вот ты говоришь, что она не освещается, мы все это видим, что нету ни реклам, ни по телевизору наших великих спортсменов, которые сейчас или там до этого поднимали какие-то рекордные веса. Сейчас вообще наша тяжелая атлетика не выступает нигде в международных соревнованиях, что печально. Как ты видишь тяжелую атлетику через 20 лет? Слушай, ну ты взял, конечно, интервал 20 лет. Тут бы хотя бы через 3-5 лет посмотреть бы. Конкретно мы про российскую, да, говорим? Да можешь и обобщить. В целом, мировую. Да. Слушай, и про российскую проблема в будем том, сказать. что я сейчас меньше стал следить за тяжелой атлетикой. Да и в целом я следил только из-за того, что там ребята выступали наши на международных турнирах. Сейчас этого, к сожалению, нету. Давай возьмем 5 лет. В идеале бы хотелось бы, чтобы ее как минимум не убрали из олимпийских видов спорта. Это было бы неплохо. Да, но опять же не поймешь, куда катится Олимпиада сейчас вообще. Хотелось бы развития и чтобы она стала более популярной, но для этого нужны люди заинтересованные. Вот. И сейчас тяжелая атлетика, особенно в России, это какой-то закрытый клуб. Особенно если мы там берем сборную нашу страны. Вот что мы знаем про нашу сборную? Что ребята там сидят на сборах, готовятся и И выступают. закрыли там как в клетке. Да, их там закрывают как в клетке. Иногда мы там какие-нибудь пару подъемов штанги там видим у ребят в соцсетях. Все. На этом все остановилось. Но, как по мне, без развития в соцсетях не обязательно телек. Телек, он придет, мне кажется, со временем, если бы наша сборная, допустим, занялась продвижением. Возьмем тот же YouTube. Почему нельзя, я уверен, с финансами сейчас в целом порядок у сборной. Если Ну, даже федерация, я думаю, да. если даже финансов не хватает, ну, сократите вы сборы. Куда вы сейчас готовитесь? На игры БРИКС? Там на Это Кубок важные России? соревнования. Ну, вот. Ну, важные, потому что нет альтернативы сейчас никакой. Ребятам нужно выступать, ребятам нужно куда-то ездить. Ну, сократите вы сборы, сделайте их чуть меньше, там, на 1, 2, 3 сбора. Наймите оператора, наймите менеджера какого-то, который будет снимать вам контент, вести YouTube-канал, раскрывать спортсменов как личностей. Мы их знаем просто только как спортсменов и не более того, ничего не знаем про их жизнь. То есть как следить, как сопереживать человеку, если ты о нем ничего не знаешь. Мне кажется, через 3-5 лет, если ничего не изменится и руководство останется прежним, ничего не поменяется. И тяжелая атлетика начнет загнивать. Она и в целом сейчас уже во многих регионах, допустим, я вот там с Волгоградской области,
Ну, в Волгоградской области она загнивает. Все Там- печально там, да? Да, то есть все печально. Вот у меня хороший товарищ, там Данил есть. Ему 35 лет. Он перешел из пауэрлифтинга и занимается просто как любитель. И его везут на чемпионат федерального округа. Почему нету молодых, перспективных ребят? Вот, ну, в этом вся проблема. Я об этом обсуждал с Кириллом, с Ольгой Тё. Подкаст еще в данный момент пока что не вышел, но вот на сегодняшний день. Я говорил о том, что да, просто нужно как-то донести это, может быть, через блогеров, может быть, как-то через рекламу, о том, что детей нужно именно приводить, о том, что какая польза вообще от этого вида спорта. Это же неплохой вид спорта. Это вид спорта неплохой, на самом деле, если грамотно к нему подходить, он менее травматичный, чем те же единоборства. Но возьмем единоборство как пример в плане медиа. Почему за ним следят? Потому что это интересно, потому что вот взять тот же UFC, когда проходит какой-то номерной турнир, снимается эмбеддеды про бойцов, у каждого бойца есть там свой YouTube-канал, они ведут Instagram, а у нас, ну, я этого не вижу. У нас только Егор Климанов и Кирилл Рябых. Ну, Егор молодец, Егор красавчик, то есть он очень хорошо развился, а он в Инстаграме. Конечно, хотелось бы от него больше видеть какого-то там разговорного формата, может быть, в Ютубе. Ну, я с ним общался, вот сейчас как раз таки в Сочи. Он говорит, что планирует на будущее, но пока что у него... Это больше вложений требует. Да, ну и больше самоотдачи. Видишь, он же все равно сейчас на данный момент готовится как спортсмен, ему нужно уделять этому время. Ну вот, например, возьмем Егора. Рано или поздно Егор по-любому закончит карьеру в тяжелой атлетике. И если бы вот такой заинтересованный человек бы пришел, тем более у которого есть опыт там в медиаразвитии, мне кажется, это бы на пользу сыграло. Жалко, конечно, что в свое время не получилось там у Дмитрия Клокова. Конечно, мы не знаем, как бы он справлялся со своими задачами, будучи там президентом федерации. Но он в плане медиа работает хорошо. Я с ним сниму подкаст, обязательно спрошу этот вопрос. Ну, мне кажется, он сейчас от тяжелой атлетики так немножко отстранился. Ну, так или После иначе. того, как раз таки случая. Да, скорее всего, это сильно ударило, да, по его психике. Ну, не психики, а именно отношении вообще к спорту, именно к тяжелой атлетике. То есть, изначально, по-моему, вот я, насколько помню, те выборы, все там, да, мы за Диму, мы там еще что-то. Ну, я помню, 16-й год. Да, а в итоге, ну, собственно, так получилось, что выиграл предыдущий президент, да, по-моему, Агапитов, он же так и был. Нет, до этого был, по-моему, Сырцов, и выбрали Агапитова впервые. Да-да-да. По поводу тяжелой атлетики, вот мы обсудили, что, ну, как развитие, как ты это видишь. Что конкретно тебя лично не устраивало в тяжелой атлетике? Почему ты решил уйти из этого вида спорта, помимо травм? Какие были причины? Если вообще мой случай рассматривать, у меня просто интерес пропал. Вот, я выступаю свой там последний сезон. Ну, в целом, когда я последний сезон выступал, это был прошлый год. Я там на Кубке России, на ЦФО выступил. Травмы, да, понятно, но я понимаю, что, выходя на помост, я не чувствую того мандража, того огня. Эмоции. Да, эмоций. То есть я перестал эмоции получать, и это как бы уже звоночек. Вот. И, собственно, я поэтому перешел. Ну и плюс, как бы, когда ты выступаешь там на уровне топ-6, там, топ-10 Кубка России, там, топ-3 ЦФО, зарплату тебе большую никто платить не будет. А чтобы если выступать... вообще будут платить. Ну да, если вообще будут, то, ну, конечно, в зависимости от региона. Ну, а если выступать на том уровне, на котором я там выступал в 2020 году, то это надо будет попрощаться с работой и поселиться в зале жить. То есть тяжелая атлетика чтобы выйти требует на большой отдачи. первое, второе, третье место. Вот. Да, но это не стоит того, то есть я не знаю, какая там в регионах других зарплата, но, по-моему, вот я сейчас в Воронеже, в Воронежской области, у нас, если ты призер России, по-моему, 1020 платят. Ну, как бы на 20 тысяч сейчас прожить, и при этом
тебе нужно показывать результаты, о каком результате. Да, мало речь. того, что ты сам вкладываешься в свое здоровье, в спортпит, Да. в еду, плюс тебе нужно на что-то жить, содержать семью, платить за коммуналку. Да. В общем, я понимаю, о чем. Ну, и- Не, на самом деле в Воронеже еще федерация достаточно неплохо поддерживает спортсменов. То есть я на тот момент, когда выступал, там нам полностью экипировку выдали, и одежду сборной Воронежской области, там штангетки последней модели. И в этом плане они молодцы, хоть как-то поддерживают. Но именно профессиональный спорт – это когда ты тренируешься, выступаешь, и у тебя голова не болит о том, где достать денег. Вот. И, собственно, это тоже стало причиной. Я ушел полностью в работу, а мое нынешнее увлечение, как бодибилдинг, оно плотно соприкасается с моей работой, и мне достаточно легко это совмещать. Да, вот по этому поводу как раз тебя хотел спросить. Ты долгое время выступал как штангист на соревнованиях и совмещал тяжелую подготовку довольно в зале. Ну, естественно, там по 2-3 часа ты тренируешься. И плюс еще работал. Работал ты на тот момент фитнес-тренером. Да. И продолжаешь работать. А как ты это совмещал? Вообще, как это у тебя все происходило? И как это сейчас у тебя? Слушай, ну, возьмем тот же период, когда я там Россию по молодежке выиграл. Работал я тогда, у меня график был такой, что я работал через день. То есть я полностью один день в зале тренером работаю, следующий день у меня свободный. Поэтому, когда 3 раза в неделю, когда 4 раза в неделю я тренировался по 2 тренировки в день. Вот, просто чередуя работу с тренировками в зале. 2 тренировки. Да, ну, потому что у меня уже стаж большой, и как-то выйти на новые результаты без такого объема тренировочного, мне кажется, невозможно. Тренируюсь там 3 раза в неделю, просто 3 раза в неделю. Ну, это просто ты можешь выйти на прежний уровень, но не новый. Ну да, да, вот. Сейчас я работаю 6 дней в неделю в зале, вот, благо это приносит хороший достаток. Тренируюсь при этом. На работе? Ну, сейчас, да, тренируюсь на работе, то есть удобно, тебе не надо ехать там в отдельный зал, тратить время на дорогу, там, потому что здесь ближайший зал, там, в который я бы мог поехать, не близко находится от моей работы. И поэтому мне сейчас вот легко это совмещать. Сейчас у меня межсезонка, у меня 4 силовых тренировки в неделю в зале и там 1 на улице, на площадке. По поводу, вот ты говоришь, что работаешь 6 дней в неделю. Я знаю, что ты, получается, ведешь свои соцсети, тоже пытаешься развиваться. Забил. Немного Маленько. подзабил. Ну да, это, видишь, вот такая бич современного человека. Чуть-чуть где-то отвлекся, Да. и все уже. Да. Вот как тебе раньше, до перехода в бодибилдинг, ты больше этим как-то занимался на тот момент? Соцсетями? Да. Мгм. И как тебе удается совмещать вообще, получается, работу, 2 тренировки, на тот момент личную жизнь, общение как-то с близкими, с друзьями, и ведение соцсетей? Вообще, как это все? Да, слушай, вот там ведение соцсетей, оно вообще достаточно простое было. Тренировку снимаешь, выкладываешь подходы. У меня даже Инстаграм-то назывался «Дневник тяжелоатлета». По сути, я просто все, что наснимал, все туда выкладывал. Некоторые видео залетали, вот, какая-то активность была. То есть в этом плане было все достаточно просто, там какого-то замысловатого контента не было. Вот. Тяжеловато было соблюдать такой график, вот. Не всегда там получалось отдохнуть, когда тебе хотелось, вот, потому что у тебя работа. Потом на следующий день ты с утра проснулся, поехал на тренировку, в обед приехал, там пообедал, чуть отдохнул, поехал опять на тренировку, вечер более-менее свободен. Так, короче, вот Постоянно разъезды, полгода, да. полгода это были полгода вот как день сурка. Но, в принципе, вообще практически, мне кажется, любой спорт, он вводит тебя в ограничения, если это спорт там высших достижений. Просто везде эти ограничения разные. А как ты вообще пришел к тому, что ты загорелся заниматься именно бодибилдингом и выступать как проатлет на соревнованиях?
Не, ну слушай, ну близко не у пробовал. меня есть знакомые тоже, которые занимаются бодибилдингом, они вообще на сцене, ну, далеко не выглядят как ты, а ты человек, ну, можно сказать, у тебя не огромный опыт в этом, естественно, сейчас ты уже Вообще приобретаешь. практически, он только я начал свой Да, путь. ты только приобретаешь опыт, но все равно у тебя отличное качество, ты выступаешь, держишься на сцене. И плюс, насколько я знаю, ты полностью выступаешь и готовишься на чистую, то есть Сейчас без да. формы поддержки. Сейчас, да. Вот. Что повлияло вообще на то, что ты пришел именно в бодибилдинг, а не в пауэрлифтинг, хотя у тебя там были какие-то свои... Не знаю, пауэрлифтинг, опять же, мне кажется, я не смогу выйти на высокие результаты, тем более сейчас там ребята вообще какой-то космос поднимают, там в сотки 400 тянут. Вот у нас, допустим, у нас в зале Максим Чурсанов, знаешь такого, нет? Я слышал, на соревнованиях видел, но лично не знаком. Вот, человек там при весе 60 килограмм тянет 305. Ну как с ним бороться в абсолютке? То есть космос. это невозможно. Это космос. Вот, и то есть, ну, бодибилдинг вообще, впервые я посмотрел соревнования по билдингу, был 2013 год, Мистер Олимпия посмотрел. Вот, с того года, кстати, я практически все турниры Мистер Олимпия там смотрел в прямом эфире. И на тот момент там Фил Хит царствовал на троне. И не знаю, он меня так впечатлил, и я еще тогда занимаюсь тяжелоатлетикой, я такой подумал, блин, я когда закончу с тяжелоатлетикой, я обязательно попробую себя в билдинге. И в целом, как бы, первое мое выступление по бодибилдингу, оно было достаточно спонтанное. То есть я там вообще в конкретном межсезонье был, весь... Где это было и когда? Вот, я был в конкретном межсезонье, там, ну, сейчас для меня это межсезонье 95-96 килограмм. Вот. Это то же самое, что я сейчас выйду на сцену. Да, и там оставалось до турнира, по-моему, 6 недель. Вот. Я своему товарищу зала, тоже тренер, у него был опыт выступлений, говорит, давай попробуем. Вот, соревнования были в Курске в ноябре 23-го года. Тогда я первый раз попробовал, короче, мы все, что смогли, там максимум за 6 недель выжили. Вот, и 6 недель всего готовился, да? Да, но это не делайте так, это тяжело, и это неправильно. Вот, после выступлений я обдумал, мне надо было выступить разочек, посмотреть вообще, Что понравится это? мне, Да. понравится мне атмосфера или нет. И Стоит ли этому посвящать время? да, в конце года я решил, что все-таки да, я буду дальше выступать. И тут намечался турнир у нас в Воронежской области, Кубок Воронежской области. Вот, я решил, что я хочу выступить там. Написал Васе Ермакову, он сейчас моим тренером является. Вот, сказал так и так, хочу выступить. Вот, он попросил там фотоформы скинуть, обсудили с ним. И, короче, с начала 24 года начали с ним подготовку. И в итоге еще один турнир туда добавили к выступлениям. Я выступил там на Кубке Санкт-Петербурга. Достаточно конкурентный турнир. Там один из сильнейших в России. Туда там сильнейшие атлеты со всей России приезжают, не только с Питера. Вот. И как бы выступив там, я понял, наверное, на 100%, что вообще это мое. Потому что тут немножко разные ощущения, если брать тяжелую атлетику и там бодибилдинг. Лично в моем понимании, как я это ощущаю, в тяжелой атлетике мандраж, что там не подымешь, еще что-то, там ответственность перед командой, перед тренером, еще что-то. Ну, у каждого свои мысли, у меня были лично такие. Да. Кураж именно вот это в одну секунду. Да, Вот этот адреналин. да. А тут, стоя за сценой, как бы у меня волнения не было вообще. А на сцене ты уже получаешь вот этот кураж, адреналин. То есть, кайф. да, я там после соревнований сутки вообще не сплю, после соревнований по билдингу. Потому что эти эмоции заряжают тебя там на пару дней вперед. Плюс тоже конкуренция, желание стать еще лучше, еще... Да, лучше. развиваться. Какие цели ты перед собой ставишь в бодибилдинге? Где бы ты хотел выступать? Планируешь ли ты дальше там, ну,
Я не знаю, насколько сейчас у тебя это масштабно в твоей голове, в твоей цели. Вот у меня есть товарищ с Москвы знакомый, вот он говорит, что он хочет, он прям мечтает там на Олимпию съездить. Горишь ли ты такими желаниями и вообще какие перед тобой цели? Слушай, ну, как, не знаю, вот если я достаточно рассудительный человек, как мне кажется, я дальше, чем там на год вперед, не могу заглядывать. Вот. Через год хотелось бы выступить в новой для себя, ну как в новой. Я в этой категории уже выступал, но для этой категории мне еще нужно набирать вес, порядка 6-7 килограмм. Именно сухой мышечной массы. Да, классик физик, то есть 6 там, килограмм мышц за год надо накинуть. Вот. И через год хотелось бы в этой категории там, попасть в тройку на России, как минимум. Вот. А там как бы все будет зависеть от того, как я сделаю форму. То есть я стараюсь от себя по максимуму выжить, дальше дело за судьями. То есть это же такой достаточно необъективный вид спорта. Тяжелоатлетики поднял больше, ты выиграл. Тут ты выжил из себя максимум, все, от тебя больше ничего не зависит. Выходи на сцену, кайфуй, показывай себя. Вот, и не стоит там сильно заморачиваться по поводу занятого места. То есть к этому надо так философски подойти. Пока мы вот запланировали, это следующие старты, весна 25 года. Сейчас у меня межсезонье. Можно 25, то есть ты вообще не будешь выступать до, по сути, там марта-апрель следующего года? Да. Сейчас у меня до сентября межсезоночка такая. Просто тренируюсь в кайф, там кушаю. Вот. А с сентября, я думаю, начнется массонабор. Период там месяца 3-4, и потом уже начнем подготавливаться к сезону. Расскажи вот людям, которые не знающие, которые далеки от бодибилдинга, почему вообще нельзя постоянно соблюдать вот такой ритм жизни, постоянно набирать форму, почему присутствуют вот эти межсезонья, как ты говоришь, периоды, когда ты там ну, не настолько сильно следишь там, за питанием, за формой, нет такой жесткой подготовки. С чем это связано, почему это вообще? Ну, самое главное, это голова ваша. То есть ЦНС ушатывается достаточно сильно на подготовке, особенно... Ну, там, знаешь, как вот у меня подготовка к Питеру была 12 недель. Там недель 9-10 было условно достаточно комфортно. Последние 2 недели были тяжелые, потому что тело уже обезжиренное, вот, спишь мало, потому что ЦНС уже ушатанная. Там, ну, мне там 5 часов сна хватало, в принципе, потом на весь день. И плюс я выступал в классическом бодибилдинге, и там нужно еще подгонять вес там, в конце за счет слива воды. И это тоже большой стресс для организма. Ну и в целом, как бы для жизни иметь там процент жира 5-6% это ненормально. Ну, естественно, как минимум для здоровья. То есть в плане того, чтобы в первую очередь после соревнований должна отдохнуть голова и тело тоже. Слушай, да, это интересно. Вот ты говоришь, что ты работаешь с тренером. Я вообще, зная тебя, я с тобой давно знаком, могу сказать, что твоему тренеру просто чудовищно повезло, потому что ему, по сути, достался такой пахарь. Такой вот человек настолько дисциплинированный, потому что, ну, для меня ты в свое время вообще послужил примером, почему вот лично сейчас я там начал следить за питанием, там считать калории. Мне и мои тренеры это 100 раз говорили. Ну, просто на тот момент, видимо, возраст был другой, может быть, там больше молодость. Вот. Но почему-то именно твой пример для меня послужил вот, как таким вот щелчком, что вот нужно, да, уже нужно как-то браться за голову, приводить себя в порядок. Вот, сейчас за последний месяц я похудел на 11 килограмм. А я набрал 11. Я тебе свое отдал. Вот. Расскажи вообще, как ты пришел к такому уровню дисциплины, вообще к такому ритму жизни. Я постоянно слежу там за твоим инстаграмом. Ты встаешь в 5 утра каждый день, ложишься спать в 9 там. Ну, относительно, постоянно. Да. Слушай, ну, вот такой режим у меня выработался на этой подготовке. То есть для меня достаточно комфортно раньше лечь спать и раньше встать. Извините, перебью. Только на этой подготовке? Просто, по-моему, довольно давно ты к этому пришел. Не, до этого, ну, раньше я мог, вот, допустим, у меня там работа
у меня сейчас работа практически каждый день начинается там в 7-7:30 утра, с понедельника по пятницу. Ходят люди в 7:30 тренироваться. В 7-7:30, да. Жесть. Вот. И раньше я мог позволить себе там в 6 встать, что-нибудь быстро закинуть и побежать на работу. Сейчас же утром это может быть там целый ритуал, ты проснулся, попил водички, там сделал кардио. Если ты понимаешь, что там в течение дня тебе неудобно будет сделать кардио по времени. Вот. Приготовил завтрак. Дома своя беговая дорожка. Ну. Да, дорожка, степер. Вот. Сейчас только дорожкой пользуюсь. Вот. И в целом мне достаточно комфортно в таком режиме находиться. И там 6-7, иногда 8 часов сна мне вполне хватает. 8 часов сна. Слушай, ну да. Ну, я по себе так последил. Довольно долго я там не мог найти свой режим, настроиться как. Ну, сейчас мне хватает в целом 7-7:30, вот так вот, да. Да, вполне. Вот. Тем более сейчас, если брать физические нагрузки в тяжелой атлетике, они были намного больше. А если взять там режим сборов, с утра у тебя разминка, в любом там что-то делаете, потом тренировка, потом еще одна тренировка. А в юношеской сборной у нас была еще 3-я тренировка, то есть мы ходили еще час, качались там вечером. Вот, и поэтому там, конечно, такого бы ресурса восстановления не хватало бы, вот как сна. Вот, раз ты пока что пришел опять к сборам, к тренировке, у тебя есть огромный опыт в тяжелой атлетике, как профессиональный атлет, спортсмен. Ты часто присутствовал и на сборах, и ездил на даже международные соревнования, насколько я знаю, ездил. Куда ездил? 2 чемпионата мира, 2 чемпионата Европы по юношам. По юношам. Удавалось ли там что-то занимать? 5-е место на мире в 2013 году и Европу в 2014 году выиграл. Ты даже чемпион Европы, ну это обязательно впишем. Вот, вернемся к сборам. Ты знаешь всю эту внутреннюю кухню, как это работает, вот ты уже говорил о том, что спортсменов закрывают, они там ничего не рассказывают. Не закрывают, но... Ну я образно. Естественно, там вся наша когорта тяжелоатлетов, они поймут, о чем я. Что бы ты сам лично изменил бы в процессе сборов и именно в питании? Вот мне интересно, то, что как вот ты сейчас бодибилдер, для тебя питание это по сути 90% твоей работы. Вот. Что бы ты изменил в сборной России в нашей сейчас? Диетолога бы нанял, как минимум. Диетолога, кстати, психолога нормального тоже можно было бы нанять. Вот. Но диетолога это точно, потому что, как по мне, многие ребята вообще выступают не в своей весовой категории. И, допустим... я, например. Смотреть на китайских атлетов. Ребята с низким процентом жира поднимают нормально. То, что наши ребята там говорят про травматизм при сбрасывании веса, потому что они сбрасывают вес неправильно. Если бы это было в долгосрок, с хорошим там таймингом по времени, то есть полгода-год взять на смену весовой категории, то, мне кажется, многие ребята, поднимая результаты нынешние, условно, 96 категорий возьмем, спустились бы 89 и спокойно бы поднимали там же эти килограммы. То есть диетолог нужен, потому что на сборах шведский стол, и там летит все подряд в котелок. Да, много масла, сладостей. Да ладно масла, просто все подряд, что лежит, что не прибито. Булочки, да, пирожочки. Да, Салим, вот мой тренер, постоянно про это говорит, что просто 80% атлетов выступают реально не в своей категории. Да я сам выступал не в своей. Да, и я к этой же категории отношусь людей. То есть мне кажется, если бы у меня были те знания, которые у меня там есть сейчас, я бы всю, наверное, карьеру провел там, именно... 89 условно. Да, будучи там юниором в молодежке, 89 я бы выше не поднялся. То есть 89 это хорошая весовая категория была для меня, тем более с учетом там моего роста 175 сантиметров. Я выступал как поросеночек в 102. То есть, и мне тогда казалось, что там со 104-105 как же тяжело согнать в 102. Да. При том, что сейчас, начиная подготовку, там за 12 недель по билдингу, я там с 90 килограмм спустился до 78 на регистрации. Да. Конечно, это экстремально в плане самочувствия, то есть тяжелой атлетике это не нужно. Там бы достаточно был более легкий подход. По поводу, вот мы обсудили питание,
сборную. Вернемся к процессу подготовки в билдинге. Пользуешься ли ты различными спортивными питаниями? Вот я вижу, у тебя здесь стоят баночки какие-то. По мелочи. У меня вопрос такой, и также вопрос от нашего подписчика, Норика, ты его знаешь. Пользуешься ли ты ноотропами? Как ты вообще к этому относишься? Да нет, ноотропами не пользуюсь. Сейчас вообще спортпит у меня такой достаточно ограниченный. Слушай, на подготовке, ну что у меня было? У меня там проблема есть небольшая с венами на ногах, но она такая достаточно даже незаметная на данном этапе. Вот, это венотонизирующие, там, кроворазжижающие препараты, и потом пошли витаминные комплексы, витамин D3, магний отдельно пил, потом креатин, протеин добавлял только лишь при том условии, что у меня там не хватало белка из еды, то есть сверху его там не вижу смысла пить. Цитрулин, аргинин перед тренировкой, и мы добавляли на сколько-то, по-моему, 30 грамм амилопектина во время тренировки, быстрые углеводы, вот, чтобы интенсивность тренировки не проседала. В целом все, вот он весь спортпит. Слушай, ну это на самом деле вообще удивительно, как ты... Ну, видишь, да, опять же, это вопрос больше к дисциплине, что ты набрал такую форму, там, используя не огромное количество каких-то препаратов. Да, что на спортпите, по-моему, ты особо не вырастешь. Ну, То да. есть вся моя там мускулатура, образно говоря, была набрана еще, мне кажется, за годы там тяжелой атлетики. Ну, естественно. А сейчас просто за счет дисциплины, там, диеты, соблюдения режима смог максимум обезжирить себя и выйти вот на сцену. Выслушаться, Да. Опять же, повторюсь, что ты выступаешь сейчас на чистую. Планируешь ли ты в дальнейшем переходить на темную сторону, использовать допинг? Слушай, если брать бодибилдинг и понимаю, что там все ребята заряжены, то есть выступать натурально, если ты хочешь зайти на высокий уровень, это будет невозможно бороться с такими атлетами. То есть, если там, не знаю, приложишь, ты нет фото со сцены Обязательно. с Санкт-Петербурга, качество я сделал хорошее, но при этом жесткости и наполненности в мышцах такой нету, как у ребят, которые там на фармакологии, грубо говоря, готовятся. Вот, поэтому когда-то этот переход, возможно, произойдет. Но об этом история умалчивает. Смотрите в следующей серии. Да. Да. Интересно. Опять же, вернемся к тому, что у тебя огромный опыт, у тебя достаточно знаний в тяжелой атлетике. Как тренер ты разбираешься в нутрициологии, в питании, в гормонах. Что ты для себя лично используешь в увеличении своего КПД? Например, там поднять тестостерон, поднять гормон роста. Вообще, как ты все это делаешь, помимо того, что ты тренируешься с физическими упражнениями? Да, на самом деле, как ты сказал про поднятие там тестостерона, гормона роста, в целом ничего. То есть Не следишь за этим. Ну, опять же, если у тебя все в достатке, там, в плане твоего рациона, там, витаминизации какой-то, восстановления в плане сна, у тебя нормальный режим, у тебя все будет там в референтных значениях. А если поднимать, то это уже какими-то препаратами извне. Мне кажется, вот те же тестостероновые бустеры или еще какая-то хрень, они достаточно условно тебе его там могут поднять на 1 единичку, ты этой единички там не почувствуешь. Да. Ты столько макарон хаваешь за один прием пищи? Да. Для меня это 3 приема пищи. У меня сейчас 450 грамм углеводов. А сколько белка ты и углеводов хаваешь в день? Сейчас Да. белка, мне написали 220-240 грамм. Я всегда 240 ем, потому что я не наедаю сейчас. Вот. И 450 углеводов. Сколько калорий в день? Да, там колеблется от 3500 до 3600. Вот. Я сейчас последний месяц больше 200 у меня не уходит. У меня там 80 грамм жиров, 450 углеводов, 240 белка. Вот они там 3600 и набегают.
Ну, там плюс-минус граммчики, это в целом не так важно. Что за стейк у тебя? Ну, просто говяжий стейк в маринаде. Сейчас. Ну, такой небольшой, 150 граммчиков. Сейчас покушаем и дальше снимать. Порежем и покушаем. Это все, то есть он уже готов? Да, что Это medium rare? без понятия. Там написано, сколько делать. Я столько сделал на 2 минуточки. 2 минуты, и оно уже готово? Да. Обалдеть. Ну, это стейк минут. Ну, видишь, Не знаю, я всегда готовлю well done. Я не понимаю самое мясо. Ну, мне нормально, мне, кстати, с кайфом заходит. Это вот твои основные награды за этот и прошлый год, да? Ну да, вот Курск бодибилдинг, это первое мое выступление. Оно вообще, конечно, было странным, потому что у нас там было всего 2 человека. Это вот в этом году. Вот я классику выиграл в абсолютке по бодибилдингу в Воронеже и по тяжелой атлетике. Это в том году. После турнира в Курске через 10 дней я без подготовки абсолютно пришел и выиграл область. Вот. При этом сделав... Это говорит о развитии тяжелой атлетики. Да, сделав всего там 2 тренировки. Пришел на одной, прикинулся, сколько могу поднять, на второй размялся и пришел, выступил, все. Но вот эти 2, конечно, вот за этот сезон особенно, не знаю почему, но как-то за бронзу на Питере я там больше горд, потому что в Питере там реально мясорубка в плане спортсменов. А абсолютка по классике у нас здесь в Воронеже тоже достаточно приятно, причем что выдали вон неплохой чек там, ну относительно неплохой, то есть какую-то часть подготовки он там закрыл 40 тысяч рублей. Вот в целом я не видел, ну не почему, на России сейчас же дают деньги по тяжелой атлетике. Только на крупных соревнованиях, чемпионатах. Ну на чемпионатах за абсолютку дают. Вот, а это просто кубок Воронежской области. Вот, поэтому если бы у нас такие там деньги были в тяжелой атлетике, они есть, но их не дают. Вот. И сравните кубок по тяжелой атлетике и кубки, вот 2 кубка по бодибилдингу. Да. Мы вновь сменили обстановку, немножечко изменили локацию. 2 метра прошли до зала. Мы находимся у Дениса дома. Меня пригласили в гости. Здесь мы снимаем этот подкаст. Денис вообще классный парень. Я с ним знаком довольно долгое время. Вот, поэтому подписывайтесь на Дениса. Он много знает, опытный атлет. Если что, записывайтесь к нему на тренировки. Да. Опять же, мы прервались на обед. Поэтому у меня опять же вопрос к тебе к питанию. Как сейчас питаешься? Я понимаю, что ты уже в конце своей карьеры в тяжелой атлетике ты уже начал довольно неплохо следить за питанием, насколько я помню. Ну да. А сейчас как у тебя с питанием? Я понимаю, что в бодибилдинге это по сути и есть твоя Основа, работа. да. Да, это и есть то, почему ты, что конкретно тебя приводит к этой цели, к этой форме, твое питание. Какая у тебя сейчас калорийность к ИБЖУ и какая калорийность была на подготовке вот к Питеру, к Воронежу? Ну смотри, сейчас тренер мне поставил там задачу 3600 калорий, белка 240, жиров 80 и 450 грамм углеводов. Вот, в целом вполне достаточно, комфортно. Стараюсь, конечно, разнообразить там рацион, не всегда есть там одно и то же. Из источников белка это творог, курица. Сейчас индейку почему-то реже стал есть, хотя на подготовке практически все время одну индейку ел. Может быть, поэтому сейчас я стараюсь ее не кушать. Вот. Говядину могу поесть, рыбу стал тоже с недавних пор есть. Вот. Из углеводов овсянка, рис, макароны, иногда картофель. Вот. В целом гречку не особо люблю, поэтому гречку практически не ем. Вот. На подготовке... Слушай, начали же мы вообще за 12 недель. Там у меня была калорийность практически такая же, как и сейчас. То есть мы там с 3300 начали. И плавно там снижали, в зависимости от того, какие изменения были по форме. И самая минимальная калорийность была у меня 2400 калорий, 50 грамм жиров, 240 грамм углеводов, 240 грамм белка. 2400 это ты его тоже конец подготовки был у тебя, да? Да, это, наверное, последний месяц я так питался.
Слушай, ну да. Ну, блин, забавно все это, потому что, опять же, вернусь к тому, что конкретно ты послужил примером тому, что я начал сейчас считать калории, там вот это Fat Secret. Мне долго тренеры вбивали все это, что в тяжелое, ну, конкретно мои тренеры, Салим Харьковский, Александр Павлович Григорьев, вбивали, что нужно за этим следить. Я там где-то начинал, что-то там заканчивал. Как-то все быстро это прерывалось. Ну, почему-то вот после того, как я к тебе пришел однажды в гости, увидел вообще, как ты живешь, что ты, по сути, проснулся в 5 утра, поработал, потренировался, пришел домой, поел, контейнеры всегда с собой у тебя на работу, в дороге, везде Для у тебя. кого-то это скучная жизнь максимально. Да, а для меня, понял, для меня это послужило такой мотивацией, таким прям бустом. И я понял, что почему, если вот один человек, конкретно ты, там можешь это, почему я не могу так делать? Я просто решил, ну, я к этому пришел, может быть, через пару недель, мы с тобой виделись, это была середина марта. И вот с 4 апреля я прям взялся за себя конкретно. Я начал считать калории, начал записался вновь в зал, тренироваться. Вот по поводу кардио, кстати, у тебя есть степпер, дорожка. Точно так же, следуя твоему примеру, я полностью все начал следить за калорийностью, за шагами, сколько шагов я в день делаю. И за последний месяц я уже сбросил 11 килограммов. Ну, не знаю, для меня... вот ты мне там говорил, что там калорийность там 200-800, там вот такой вот, что-то Да, держать. можно тебе даже больше. Ну, просто видишь, у тебя... И ты потерял за месяц 11 килограмм. То есть я тебе там, допустим, когда рекомендовал калорийность, ты бы чуть плавнее сбрасывал. Но если Да. ты сейчас видишь, ты наедаешься на эту калорийность. Да, и вот у меня сейчас калорийность держится в районе 200-2200. По сути, это даже... Я помню, я-то на 2400 как обморок ходил последнее там Ну, время. у тебя, видишь, у тебя нет такого запаса липидного, как у меня, поэтому мне Может полегче. быть, да. И Полегче это дается. плюс у меня все совмещалось с работой. Да. Да, Да я ты- безработный, Ну, ребят. Опять же, тебе большой респект, что ты все же, ну, послужил для меня таким как-то мотиватором, не знаю, как сказать правильнее. В общем, в том, что сейчас вот я там вешу там 136, 135 там, с половиной. И, в общем, скажу это на публику, чтобы не быть голословным, чтобы себе лично не соврать. К концу года моя цель стать 110 килограммов на весы. Вот. Хорошая цель. То есть минус 26 килограмм от сегодняшнего дня. Поэтому как-то так. Будем двигаться. Это запишите обязательно. Да. Это будет. Это будет. А если не будет, то сами знаете, кто я. Следующий вопрос. Опять же, вопрос от Норика. Норик задал тебе очень много вопросов. Я уже понял. По поводу дофамина. Мгм. Ты в этом разбираешься? Ну, достаточно условно. Просто для каждого дофамина он разный. Ну вот. Каждый по-своему получает свою дозу дофамина. Вот если там ты, там условно Норик, там видите дофамин как основной инструмент фиксации времени, какое ключевое значение дофамина в твоей жизни? И воспринимаешь ли ты его как биологический тумблер, который можно переключать вот так вот? Оп-оп. Слушай, да в целом да. Но я говорю, тут все зависит от источника этого дофамина. Вот. Ну, у тебя, например, какой источник дофамина твой? Слушай, ну, наверное, больше эмоций, которые я получаю от... Вот, знаешь, я вообще человек общительный. Я как-то больше от контакта с людьми, от какого-то общения. Вот это больше мне приносит импакта, нежели чем, там, не знаю, условно, какие-нибудь игры. Я вообще в игры, например, не играю. Абсолютно. То есть для меня это как-то с детства... Мне это не приносит удовольствия. То есть я могу вот час поиграть там в какую-то игру, для меня прям уже мне тяжело становится. Ну, у меня та же самая история, но хотя я иногда играю. Вот. Вот, просто так чуть голову отвлечь. Вот, слушай. Ой, дофамин, да, вот мне вот многие говорили там, когда я готовился, вот тебе вот там не тяжело, ты в таком состоянии, потому что, ну, реально последние 2 недели там перед соревнованиями, они достаточно тяжелые в плане там, ощущения себя. Но ты такой заряд дофамина получаешь, выступая на сцене.
тебя потом прет еще очень долго. Слушай, для кого-то, вот не знаю, как по мне, главное, чтобы этот дофамин не был вызван чревоугодием каким-то. Вот, то есть для многих там просто вкусно покушать, это уже прием как такой определенной дозы дофамина, и потом это перерастает Я в чревоугодие. сам с этим боролся. Вот. Поборол. Вот, и потом это перерастает в чревоугодие, которое там ведет к печальным последствиям. И это я взял такой самый лайтовый пример, как еда. Вот. Питайтесь эмоциями, это намного лучше. Эмоции от поездок, от общения с людьми. Вот. Я очень надеюсь, что, ну вот, допустим, взять прошлый год и в этом году у меня уже было несколько поездок там и в Питер, и я домой на родину там к себе съездил на недельку. Планируется еще несколько поездок. То есть я вот, наверное, кайфую от этого. Допустим, ну, кстати, взять Питер, мне, допустим, не особо город понравился, хоть там все его хвалят. Он не для всех. Да, ну то есть меня не особо привлекает эта архитектура вся. Я бы с кайфом, допустим, съездил, например, в Дагестан. Вот, Меня больше привлекает красивая природа. Осетия тоже, кстати, да-да-да. Да. Ну, может быть, в этом году в Абхазию съезжу летом. Вот там тоже природа классная. Да, слушай, ну я вот сам вот недавно только вернулся из Сочи, как раз где снимали подкаст с Кириллом. Слушай, да, вот это именно вот природа, это вот она столько дает силы, знаешь, вот как будто ты возвращаешься к истокам. Вот мы же все, по сути, там обезьяны. Вот. Просто чуть более развитые, более там коммуникабельные. Я просто первый день, там не было никого из моих знакомых, там Кирилл приехал на день позже. Я просто выключил телефон, я просто ушел на пляж, горы посмотрел. Столько вот оно мне принесло эмоций. Вот это да. вот все. Ну, видишь, тоже от человека зависит. Кто-то придет на это море, посмотрит, скажет, ну, море. Вот. А кто-то через себя это пропускает и получает там какое-то вдохновение. Ну. Ты к каким людям относишься? Ну, ко второму типу, которого это вдохновляет. То есть даже там прийти одному на море или куда-нибудь в горы, в лес, такое воссоединение с природой, ну, это классно на самом деле. Вот. Тем более, живя там в большом городе, порой этого не хватает. Да. Как часто выбираешься вообще за город, вот, ну, находясь в Воронеже, крупный довольно город? Редко. К сожалению, достаточно редко, потому что, ну, на самом деле, сейчас много работы, пока еще сезон идет, может быть, летом буду чаще выбираться. Шашлыки любишь, да? Ну да, есть момент. Есть момент. По поводу здоровья мужского, вот эмоции, это все продлевает жизнь. Считаешь ли ты так? Ну, я лично считаю. Да, безусловно. По поводу... Положительные продлевают, негативные наоборот. То есть, ну, чаще большинство болезней еще происходит тупо из-за стресса. Да, это очень такая обширная тема. Конечно, можно ее затронуть, но лучше о хорошем поговорим. Да, давай. Сколько, по твоему мнению, длится молодость мужчины? Мне кажется, он сам определяет свою молодость. Вот. Кто-то может и в 30 лет зачахнуть, а кто-то, вот, не знаю, знаете вы или нет, кто такой Александр Яшанькин. Да. Мужику за 70, а он там и выступает, и активный образ жизни ведет. Сам по себе очень такой активный. Да, активный, позитивный, причем отзывчивый. То есть там он в Инстаграме вам ответит спокойно, то есть он мне там отвечал. Вот. Мне кажется, человек сам определяет свою молодость, тем более мужчина. Ну, а вот на твой взгляд, до скольки можно развивать физическую силу, свою внешность и вообще, ну, то, как выглядит мужчина, вот именно пик, вот это вот. Пик? Да. Все очень условно, индивидуально. Но я бы большой промежуток выделил, бы, опять же, из-за этих условностей. Ну да. 35-45. То есть вот в этом возрасте еще можно, например, пика в бодибилдинге, да, например, достичь? Да. Угу. Мышцы становятся с годами более жесткие, более плотные. Взять тот же пауэрлифтинг, тоже вот
Андрей Маланчев там большинство своих рекордов показал, когда ему там 40, по-моему, или 40 плюс было. Вот, поэтому, ну, вот к тяжелоатлетике это не относится, потому что Ну, в тяжелоатлетике есть еще скоростной фактор. Нюансы. И гибкость также. Да, гибкость, ну, Координация. гибкость, слушай, можно поддерживать, а скорость, она будет с годами падать. Это такой момент, что его тяжело будет поддержать. Как, на твой взгляд, вообще для чего мужчине быть красивым? Для чего нужно ему следить за кожей, за волосами, ну и так далее? Интересный вопрос. Я не задумывался, но не знаю, как по мне. Ну, по сути, извини, перебью. Бодибилдинг – это уже вообще, по сути, оценка красоты вот, человека. Ну да. Мужского тела, и также и женский бодибилдинг есть. Вот, ну, ты сейчас как-то вот больше относишься к этой теме, поэтому я решил у тебя спросить. Да слушай, ну опять же, мне кажется, все идет к одному, к здоровью. Вот, если ты будешь за этим всем следить, у тебя и здоровье будет на порядок лучше. Вот единственный, как по мне, ответ, но, не знаю, мужик не обязательно... Ну, что, опять же, в твоем понимании красивым? Ухоженный, да, там, не знаю, краситься мужик точно не должен. Вот, то есть, ну, быть ухоженным, опрятным, иметь достойный внешний вид, то, как по мне, это в наших современных реалиях это необходимо. Ну, по сути, да, это больше стало такой нормой. Кстати, за последнее время тенденция вообще в целом двигаться. Все больше людей ходят в фитнес-клубы, в залы. Но, опять же, есть другая сторона медали, о которой, кстати, вот с тобой я бы хотел поговорить. Вот ты же наверняка в фитнес-клуб ходишь, видишь, там приходят же дети, да, вот, занимаются. И также по пути домой возвращаясь, ты же идешь пешком, потому что я знаю, что ты там нахаживаешь шаги так же, как и я. Ты видишь современную молодежь, что с ней вообще происходит? Да, вижу, меня вчера просили бутылку водки им купить в КБ. У меня буквально 2 дня назад купили. Мы просили купить. Вот, так что... У меня купили водку. Вот, причем там были девочки, которым явно нет 18 лет. Да, вот то же самое. Я спросил, Слушай, вам сколько по-моему, лет? это всегда было, не только в наше время. Просто года меняются, а молодежь есть определенный пласт там спортивных, либо там кто развивается в изучении там, науки, в школьной программе. А есть вот такие ребята. То есть, и они, мне кажется, были всегда там, что в детство наших родителей, что в наше детство. Ну, у нас там в школе пацаны там, клей нюхали на переменах. Ну, это там блейзер пили. Это, мне кажется, это всегда было. Просто с годами, возможно, меняется какая-то, ну, не знаю, там, вместо клея пойдут какое-то другое говно понюхают. Вот. Ну, да, и, да. в принципе, все. А так всегда будет процент таких и таких. Но, вот, конечно, как с этим бороться, не знаю. Слушай, ну просто, вот ты говоришь, там есть спортивная молодежь, есть там те, кто углубляется в науку. Я таких вообще, их меньшинство. Да, Их ну, слушай, ну, я не знаю, может быть, в Воронеже, я просто давно здесь не находился. Говори. Я прожил долгое время вот в Краснодарском крае. Я реально там просто не видел, ну, здоровых детей. Почти все девочки ходят с девочками, мальчиков вообще не видно, все где-то в телефонах, все в компьютерах, все где-то что-то курят, вот эти электронки, вот эти там пьют алкоголь, вот это все, вот эти ягуары, всякая вот эта грязь, короче, не буду материться. Я смотрю, мне страшно просто за нашу молодежь и куда вообще все это двигается, и почему родители как-то не следят за этим. Этот довольно серьезный вопрос, потому что, ну, и мы уже с тобой подбираемся к такому возрасту, что нам скоро нужно будет заводить детей, там, может быть, ты там в ближайшее время, может, там нет. Я точно пока что в ближайшие там годы не буду ребенка заводить, но я об этом думаю на будущее, я понимаю, что в каком обществе мы будем находиться там через несколько лет. Да, ну, все равно, не знаю, меня родители так воспитали, что я, допустим, не был к этому причастен, а на кого-то родители забивают, и поэтому дети вот так вот идут и поддаются вот этим проблемам общества. Поэтому, мне кажется, многое что от семьи идет. А сейчас, к сожалению, многие рожают тогда, когда им этот ребенок вообще не нужен.
потом забивают на его воспитание. Ну Потом, или просто не могут его нормально содержать, там, воспитывать. Ну, опять же, воспитывать можно всегда, даже если у вас там небольшие финансовые там, условия. К примеру, я тоже не из богатой семьи далеко, и при этом меня нормально воспитали. Мне кажется, дело не в этом, дело в самом подходе к воспитанию Ну да, ребенка. да, к ребенку именно отношения. А то, что ты их не видишь, ну а как ты их будешь видеть? Ребенок там к Олимпиаде готовится по русскому языку, дом сидит, он же не будет с ягуаром Ну, на да, улице стоять. тоже верно, да. А другие в спортивных залах. Ну, на самом деле, наоборот же, спорт сейчас детский развивается достаточно хорошо. Слушай, ну Вот. дай бог, но я просто пока что этого мало вижу. Вот есть же детские площадки, в каждом дворе есть вот эти Ну, вот... Просто пример этого уродца ж показывают, руки-базуки там в свое время показывали. Ну, это людям интересно, всегда интересно какое-то говно. Никто тебе не покажет там парня, который там выиграл чемпионат мира по какому-нибудь виду спорта, по юношам. Или там, не знаю, парень получил там золотую медаль там по Олимпиаде там всероссийской. Кто его будет показывать? Он никому не интересен. Пока у нас еще идет вот такая пропаганда всякого говна на телеке, это будет продолжаться. Слушай, да, и вот это вот на самом деле огромный бич нашего поколения, нашей цивилизации. Вот эти вот, с одной стороны, это огромный большой инструмент, телефоны, интернет, где можно как-то развиться, достичь популярности, заработать там большие деньги, вот. Но в то же время какая-то просто катастрофическая просто лавина, что дети, современное поколение, они в этом телефоне, реально они с ним живут, он к ним просто прирос. То есть идут девочки, они вроде как все троем общаются и все троем в телефонах. Вот. Или в школе. У всех отбирают уже просто телефоны, прям на уроках. Слушай, вот да это. в наше детство тоже отбирали. Слушай, ну, я не знаю, ну, может быть, ну, по крайней мере, я застал тот период, когда были кнопочные телефоны, интернет. Ну, у нас тоже был, да что, у нас тоже был кнопочный, но мы там залипали иногда в них тоже, там игрушки всякие, у нас отбирали телефоны. Это я Слушай, ну помню. просто вот, опять же, вот эти шорты, тиктоки. Сейчас Это быстрый контент, никому не интересно сидеть, смотреть там часовой, двухчасовой вот, который я ролик. снимаю 3 часа подкасты, оно Да. поэтому пока что не набирает такую популярность, потому что, да, вот все просто вот этот отрезок 15 секунд, если ты не заинтересовал, все, они пролистывают. Можно на части разбивать. Попробуй. Я знаю. Вот. Ну, сейчас реально просто вот скроллишь ленту, быстро что-то там прохавал, весь контент и все. А сидеть там, слушать, вникать час в какую-то проблему или там какой-то разговор, диалог, подкаст людям неинтересно. Вот мой отец лично мне говорил, для того, чтобы ему подготовиться к какому-то там проекту, какой-то защите, там, не знаю, курсовой, диплома, там, получить какую-то информацию, ему нужно было идти до остановки пешком-то несколько километров, садиться на автобус, ехать в город, приехать в библиотеку, отстоять в очереди, найти нужную книгу, если не нужно, прочитать другую, все это выписать, законспектировать, приехать обратно, написать, подготовиться. Сейчас 5 кнопок ты тыкнул, нашел нужную информацию, забыл ее через 3 минуты, и то же самое происходит со всем. А полезного контента он есть. Во-первых, он все чаще платный, потому что ну, люди Да, это вообще грамотные нормальная люди, история платить умные. за контент. Я считаю. Да. Грамотные умные люди, они уже давно прохавали, что если человек захочет развиваться, он за это будет платить. Вот. А для того, чтобы человек тупел, он будет смотреть тиктоки. И поэтому, ну, я не знаю, просто для меня это катастрофа. Ну, почему-то лично я вижу, что ну, наша молодежь катится куда-то вообще далеко. Ну, не знаю, мне кажется, это все равно идет от более старшего поколения. Вот. Пока старшее поколение... Ну, слушай, может, кому-то это даже надо, чтобы наша молодежь спивалась, там еще что-то. Да. Вот, отсеивание населения, как Голубочкин там говорил. Пейте, сдохните молодыми. Бухайте. Да. Опять же, вернемся к тому вопросу. Вот мы заговорили с тобой о детях. Тебе в этом году уже исполнилось 27 лет.
Просто конкретно вот у многих девушек, у них там есть определенная цель, что вот там я до 25 там должна родить, у меня должны быть дети, потому что там 30, ой, это такая страшная цифра, там вообще дети не родятся, будут там, не дай бог, там больные. Старородящая. Да, старородящая. У меня, вот лично меня, мать родила, ей было там 34 года. Как ты к этому относишься, когда ты планируешь там заводить детей, в каком возрасте? Вот, например, у тебя же есть родители, они-то не требуют, так, Денис, давай внуков, нам нужны Ну, внуки. не, бывает такое, бывает. Вот. Моментами проскакивает. Но в целом, то есть я на этом там сильно не зацикливаюсь в плане там какой-то конкретной цифры в возрасте, когда бы я хотел ребенка. Вот. Поэтому конкретно в цифре я цели там не ставлю никакой. Естественно, ты занимаешься спортом, отдал бы ты своего ребенка на спорт? И если бы отдал, то какой? Да, в спорт по-любому бы отдал, потому что ребенок должен развиваться физически. Слушай, ну, мне кажется, можно начать с какого-то плавания, например. Ну, вот. То есть это вообще не обязательно должна быть там тяжелая атлетика, потому что я занимался тяжелой атлетикой. Вот, какой-то такой вид спорта общеразвивающий для начала, вот, а потом, когда ребенок начнет взрослеть, можно предложить альтернативу выбора, чтобы ребенок сам выбрал себе вид спорта. Мгм. Ну, а так вот ты сейчас там говоришь, что ты любишь там следить за единоборствами, там не отдал бы своего ребенка, Не. вот, не хочешь, да? Ну, опять же, смотря куда. Ну, то есть, опять же, достаточно травматично. Ну, не, любой вид спорта травматичный, если так взять. Но в единоборство я, конечно, не думал об этом. Но, опять же, если ребенок захочет, я как бы не вправе ему отказать, но нужно будет выбирать хороших специалистов, тренеров, которые будут с ним заниматься. Слушай, да, вот по поводу специалистов, кстати, я согласен с тем, что ребенок должен быть в правильных руках и вообще в целом и в спорте. Вот вопрос к учебе у меня такой интересный. Своего ребенка ты бы отдал в обычную школу учиться или бы больше занялся самообразованием его? Больше Да, как традиционное обучение или самообразование? Да, ну смотри, тут такой вопрос. Ну, я смотрю так, что 50 на 50. То есть, по-любому, мне кажется, в обычную школу надо пойти. Ну, это лично мое мнение. Вот. Я, конечно, не знаю, как я буду думать там, когда у меня будет ребенок. Вот. И постепенно заниматься его обучением, там, домашним каким-то саморазвитием, чтобы ребенок занимался. То есть не ставить во главу школьное обучение. То есть не гнобить его там за оценки, как многих там в детстве гнобили. Слава богу, у меня такого не было в детстве. То есть меня никогда там не ругали за отметки в школе. Вот, то есть это не должно стоять во главе, а саморазвитие должно обязательно присутствовать, обучение домашнее. Да, вот ты сказала, ну, как минимум, ребенку все равно необходимо посещать школу. Социум, как Да, минимум. просто для коллективизма, чтобы понимать, что где ты находишься, с кем тебе предстоит в жизни дальше там общаться, какой-то коллектив свой, там общение дружеское находить. Вот. Ну, опять же, вот самообразование. Да. Момент могу про школу? Конечно. Ну, я просто не знаю, когда я заканчивал, это уже начало появляться, вводиться вновь, школьная форма, какой-то там устав школьный, еще что-то. Просто когда я учился, такого не было, мы там ходили в свободной форме, и такое ощущение, как будто они хотят убрать у детей индивидуальность, Да. сделать из них всех одинаковых. Вот это, наверное, какой-то минус в школе. Не то, что какой-то, это прям огромный минус, я считаю. Да, такое ощущение, как будто они их вот под стандарт какой-то делают и не дают индивидуального развития ребенка, закрывая его в определенные рамки. И поэтому у нас, как мы там обсуждали, нету каких-то там интересных специалистов там в области науки, там, в спорте, где-то еще. То есть... Ну, потому что все привыкли выполнять именно то стандарты, которых его требуют. И как-то выделяться, то есть на фоне других, ну, это как-то неправильно. И этому детей, да, приучают с детства. Поэтому, ну, я тоже считаю, я с тобой согласен, это есть такой минус. Поэтому, ну, конкретно я своих детей, ну, я бы обязательно отправил бы на какое-то время, может быть, в школу, начальные классы так точно.
просто там, чтобы базовая там математика, русский там, вот это все чтение, литература, это все должно присутствовать в жизни ребенка. Ну, естественно, основной упор я бы так же, как и ты, делал бы на именно самообразование, чтобы у ребенка было там знание нескольких языков. Вот. Вообще, кстати, вот по поводу знания языков. Я знаю, что ты говоришь, был за границей, там выступал на Европе. В будущем для себя ты рассматриваешь переезд в другую страну, жить в другой стране, свою семью туда перевозить? Пока нет. Или... Пока нет. Не знаю, что будет дальше. А вообще как относишься к переездам в другую, ну, за границу? Там, где бывал уже, там, отдыхал, может быть? Ну, слушай, бывал-то я вот в европейской части, но опять же в таких странах, там, в Польше, в Словакии, в Венгрии, потом в странах бывшего СНГ, в Казахстане, там, в Узбекистане был, вот. Ну, как я отношусь к переезду в другую страну, если это обусловлено лучшими условиями жизни для тебя и твоей семьи, то почему бы нет? То есть я к этому нормально отношусь. Ну, то есть ты не ставишь себе там цель, что я буду там всю жизнь жить в России? Нет, конечно. Ну, то есть все будет зависеть от обстоятельств. Опять же, вернемся к вопросу о детях, о детстве. Вот конкретно твое. Ты говорил, что родители тебя ставили, там, ну, как бы, можно сказать, ультиматум. Либо музыкалка, либо там тяжелая атлетика. И ты почему-то все равно выбрал тяжелую атлетику. С чем это связано, во-первых? Ну, не знаю, в моем детстве это казалось стрёмным. Заниматься штангой? Нет, музыкал. Поэтому я понял. выбрал все-таки штангу. А ты ни тем не хотел заниматься, да? Нет, ни тем, ни тем. А чем хотел заниматься? Футбол гонять. Я ж футбольчик-то гонял, да. Футбольчик. Вот. Поэтому мне тогда хотелось только вот в футбол играть и все. Но часто я понимаю, что продолжи я играть тогда в футбол, возможно, дальше в Ленинск я бы никогда и не уехал. Вот. Ну, условно. Перейдя в тяжелую атлетику, я, грубо говоря, и по миру там чуть покатался, и по Европе, и там... А почему именно тяжелая атлетика? Почему? А там, ну, по-моему, же какие-то еще были секции. Я их все уже прошел. Это небольшой городок был. Ленинск. Это, знаешь, как главный босс оставался. Да, Ленинск, Волгоградская область. Там город, не помню, 1015-16 населения. Вот, и там всего там 3-4 секции на весь город. Сейчас, конечно, наверное, побольше. Вот, но на тот момент, короче, это оставалась последняя секция, куда я мог пойти. Вот, потому что я до этого занимался акробатикой, дзюдо и игровыми видами спорта. Все, больше там ничего не было. А почему на футбол они тебя не отправили? Или там его как не было, просто секции? Да это, по сути, секции не было. Это мы там в школе играли в футбол, да, что? И нас там иногда на какие-то турниры вывозили. Вот весь уровень ленинского футбола. Я понял. Кстати, вот ты говорил, что тяжелая атлетика в России загнивает, там в многих городах там отсутствуют залы, там нет ремонтов, нет помостов, нету штанг. По поводу этого с тобой очень сильно согласен. В некоторых городах тяжелая атлетика чуть-чуть развивается, где-то что-то открывается, новые залы, что-то строится. Но если посмотреть вообще на... Глобально. Да, глобально, просто откатиться на 10 лет назад, посмотреть все протоколы, всегда одни и те же города на первых, там, с 1 по 5 место. Одни и те же города. То есть там Москва, Краснодар, Питер. Да, ну, имею в виду, типа, победы. Москва, Краснодар, Питер. Там Ну, Москву, иногда Москву Чечня. не берем, потому что за Москву часто выступают ребята с других регионов. Да. Иногда там Чечня, и может быть еще там какие-нибудь Янао там или что-то в этом духе. Вот. Я вообще, например, не встречал атлетов из Волгограда. Вот я, то есть, знаю только тебя. Ну, честно, я, например, вообще не видел ребят с Почему? У Волгограда. нас там Виталик Битюцкий на мир ездил, на Европу. Там в свое время на сборах. Подожди, он вот тоже видишь, опять был. же, ездил. А в нынешнем времени я, например, не знаю никого. Вот это говорит, опять же, о том, что развития. Нету никакого развития. Вот. С маленьких городов, например, там Иваново какой-нибудь, да, взять. Вообще я не знаю оттуда, ребят. Или там Саратов. Что-то в этом духе. Ленинск, город, из которого я, он там есть Димка Абдулин, вот. О, знаю его знаю. Он за Москву выступает. Да. Видишь, в чем проблема?
Регионы не платят, и поэтому многие ребята выступают за Москву. Вот и вся проблема. То есть многие из регионов просто числятся в Москве и Ну выступают да, за да. Москву. Но оно тоже и для спортсменов так выгоднее. Да, да, на самом деле ребята есть, талантливые есть, но их единицы. Да, ну вот просто, например, как Дмитрий Клоков, он всегда выступал за Уфу. Да, Вот. ну, видимо, более выгодные финансовые условия были в Уфе. Сейчас с Уфы я никого не знаю. Ну, я тоже. Ну, я в целом сейчас за тяжелой атлетикой так не слежу. Родители тебя хотели отдать на музыкалку. Да. И, видимо, они хотели, чтобы ты как-то развивался как творческая личность, там что-то в этом духе. Были ли у тебя у самого какие-то творческие порывы? Может быть, ты там писал стихи или играл там все-таки на каком-то музыкальном инструменте? Вот, что-то в этом духе. Не было. Мне кажется, у меня вообще слуха нет. Ну, не то, что прям в музыкальном инструменте, ну, может быть, там рисовал ты хорошо, или там стихи пишешь там. Не, такого ничего конкретно не было. М. То есть В общем, в этом плане. ты даже не пробовался в этом. Ну, чуть на ИЗО там как-то рисовал неплохо. Но опять же, я почему-то рисовал нормально карандашом, а не чем нас заставляли. И, короче, мне всегда оценку ставили на балл ниже, потому что рисунок был карандашом. Да, это опять же вот к этому вопросу про Да. наши школы. Про наши школы, да. Слушай, я просто вспомнил, это очень забавная история. Я вообще, ну, довольно неплохо рисовал в детстве, тем более. Однажды нарисовал какую-то картину на ДСП, ну, довольно большая, там, не знаю, ну, может быть, там 60 на 40, там, не знаю, картина. Что-то, какая-то тема космоса была. Отправил я эту картину на выставку, ну, то есть там какой-то конкурс проходил, я подготовил там работу, отправил, и моя картина стала второй в России. Вот. Мне на тот момент было, по-моему, лет 10. Что случилось дальше? Все, эта картина там она выиграла, я приехал, мне там дали какую-то грамоту классную. Все. И моя учительница по ИЗО она эту картину своровала. Она просто Вот говорит, она, школьная да, программа. Да. Короче, я эту картину принес, она говорит, там принеси, мы повесим ее, она там повисит у нас там как гордость школы. Ага. Месяц она висела, потом мы ее сняли. Я там, не знаю, там что-то, может быть, заболел, куда-то ушел. В общем, где-то я потерялся, приезжаю, картины нету. Она говорит, ой, да мы потом тебе отдадим ее. И по итоге все, картина исчезла. Кстати, на самом деле, я бы очень хотел, чтобы она у меня дома висела. Ну, видишь. Вот. В общем, с творчеством ты не связан. Ну, можно сказать, нет. А вообще, какие у тебя в целом увлечения? Чем занимаешься в свободное время? Там хобби какие у тебя? Ну, вот одно из это единоборство. Очень много контента оттуда смотрю, потому что свой вид спорта, там тяжелоатлетика, ну, изначальный такой базовый вид спорта в целом сейчас мне не особо интересен. За бодибилдингом тоже слежу, конечно, вот, но единоборство это что-то такое ответвленное, что никак не связано там ни с моей профессией, вот, и это меня немножко отвлекает. Я и ездил на турниры, там на кулачку ездил, на топ-дог, на наше дело, на ММА турнир. Вот, планирую этим летом съездить, надеюсь, в июле. Вот, то есть, ну, какой-то такой досуг в целом. Так просто прогулки. Люблю гулять много пешком. Да, пешком это, да. Вот. Иногда в плойку могу поиграть там. Вот сегодня, например, играл, потому что у меня сегодня выходной. Можно было чуть подзалипнуть. Да. Вот ты говоришь, что следишь за там ребятами из топ-дог. А кто тебе больше всех импонирует? Там, за кем больше следишь? Из топ-дога? Ну, вообще из кулачки, там, из ММА. И кто твой, ну, тебе нравится как спортсмен? Слушай, ну, такие... Кулачку я не могу вообще никого выделить. Потому что там ребят достаточно много таких. Вот, кого-то конкретно не хотел выделять. Но саму организацию топ-дог я бы выделил. То есть я и на турнире был, мне там больше понравилось, то есть на хардкор. Я бы, допустим, никогда не поехал посмотреть, не знаю, у меня почему-то в последнее время какое-то отторжение к хардкору идет. В целом к тому продукту, что они делают, я практически перестал их смотреть. Топ-дог визуально это андерграунд, конечно, но в плане подхода к делу это более профессиональная лига. Но вот единственное, кого бы мог отметить, наверное, мы с ним учились в академии. Сейчас он чемпион топ-дога Олег Фомич. Вот за ним прям стараюсь так следить. Но больше я сейчас смотрю, наверное, UFC.
именно UFC, профлигу. Вот. Слушай, да, ну UFC я тоже стараюсь за этим следить. Блин, вообще класс. Это такая огромная прям сфера, где много именитых, известных UFC людей. это вообще пиар-машина. Вот Да. с кого надо пример брать другим видом спорта. Допустим, почему бы... Конечно, там многие конфликты созданы искусственно. Вот. Но у нас же в сборной в свое время там тоже были конфликты. Тот же Хаджимурат Такаев с Дмитрием там, Клоковым. Почему бы там не собрать какую-нибудь конференцию перед чемпионатом России, не посадить там главных лиц конференции перед друг другом, не позвать журналистов, не позадавать вопросы. Вот почему всего этого нету? Пускай как пример послужит. Да, уже такое есть в ММА. Но это же хороший пример в плане развития. Почему бы им не воспользоваться? Популяризация, да. Да, вот я, конечно, сейчас действующих лиц так в тяжелой атлетике особо не знаю, но вот я говорю, ты мне, не знаю, назови там 73. Егор Климанов, Купцов. Вот, Егора Климанова с Купцовым посадить за один стол, ну, вот так вот их. Кто там еще? Бабаяна, еще кого-нибудь. Почему бы вот не пригласить интервьюеров, не позадавать вопросы какие-нибудь интересные, каверзные? От себя приготовить, там, от сборной. Подогреть публику. Конечно. И все это освещать, и все это делать заранее. То есть еще до чемпионата выложить все это там в YouTube, и пусть ребята посмотрят. Это вызовет больше интерес к просмотру этой категории. Слушай, я с тобой согласен, абсолютно. Но с точки зрения нашей федерации, как они это, почему они этого не сделают, например, вот как я это вижу, они спортсмены, у них 2 тренировки, баня, массаж, им некогда, и вообще это отвлекает от тренировочного процесса. Ну, что, Вот. нету дней, когда у нас одна тренировка. Ну, понял, ну просто это никому не нужно. Вот главный вопрос, это никому не нужно. Деньги с бюджета идут, все хорошо у них, все замечательно. А такие организации, как там Топ-Дог, там, ну вообще, вот берем все вот эти ММА и кулачные лиги, у них нету федерального госбюджета. Да. Им нужно привлекать спонсоров. Вот мне кажется, кстати, пока у тяжелоатлетики есть госбюджет, возможно, этого никогда и не произойдет. А когда все обрубят и нужно будет двигаться как-то дальше, возможно, они к этому придут. Слушай, да, это довольно-таки тяжелый вопрос. Конкретно в данный момент мы с тобой на это никак не повлияем, просто это обсуждаем, ищем какие-то возможности, Не, как. Смотри, они же реально не видят в этом перспективы. То есть, ну зачем это делать, если деньги, допустим, и так есть на сборы, на поездки и так далее. То есть они не смотрят наперед, что когда-то, может быть, этот госбюджет прикроют. Поэтому, мне кажется, надо думать наперед и уже начинать заниматься этим. О чем я говорю, что спонсоры, вот, например, как в пауэрлифтинге, как в кроссфите, это тоже тот же самый вид спорта, где поднимается штанга. Причем, ну, на мой взгляд, может быть субъективно, пауэрлифтинг, он менее зрелищный, чем тяжелая атлетика. Естественно, там веса больше, штанги больше там каких-то адреналина, эмоций. Ну, Слушай, ну сейчас в пауэрлифтинг больше элемента шоу привнесли. Ну, как по мне. ну да, видишь, разносторонне там его развивают, там на соревнованиях по пауэрлифтингу там проводится и все, и бицепс, и там какие-то тяги, И опять же, вот пауэрлифтинг. Какой пауэрлифтинг мы берем? IPF, этот ФПР, или альтернативу? Ты про ФПРовцев что-нибудь знаешь? Нет. Ну вот, потому что госбюджет есть, потому что там нахрен никому никто не нужен их снимать, там делать про них ролики. А в альтернативных федерациях есть отдельные личности. Та же федерация Сарычева, да. Да, вот, и им важно, чтобы в их федерации выступали яркие личности. Они сами готовы делать из них хороших там спортсменов, которые будут известны. Потому что они через спортсменов будут привлекать интерес к своей федерации. Собственно, вот я тебе говорю, мне кажется, вот я сам вот в момент нашего разговора к этому и пришел, что как бы это ни звучало, но всему виноват госбюджет. Да, когда ты сидишь и тебе там приплачивают, у тебя все хорошо, тебе неохота двигаться никуда. Ты в своей зоне комфорта. Ну, Это тут... зона комфорта. Да. Ну, опять же, мы же не знаем конкретно внутренней кухни. Может быть, там действительно просто как-то запрет стоит, что, мол, типа, так нельзя делать. Там у них же все как бы официально. Ну, вот. официально, но сделать... Блин, мне кажется...
все равно можно найти какой-то подход. Ну, то есть, не знаю, почему нет привлечения спонсоров никаких. Да, спонсоров, конечно, в нашем виде спорта не хватает. Ну, конкретно вот у некоторых отдельных личностей, персонажей есть спонсоры, а в целом у нашего вида спорта нет, кто бы это развивал. Опять же, какие спонсоры? У кого? Ты знаешь примеры? Да. Ну, опять же, спортивное питание, вот там, у Климова водичка, например. А как они работают? Мне вот интересно. То есть мы тебе водичку, ты нам рекламу или деньгами платишь? Вот это вот, если знать этот момент, то это интересно, потому что бартерная система работы со спонсорами, она делает еще хуже для спорта. Потому что чем больше таких ребят, которые по бартеру готовы рекламировать все, тем меньше денег вы будете получать от этих спонсоров. Вот, потому что им проще найти 10 дурачков, которые там выложат в Инстаграме, как они там пьют протеин, вот, за эту же пачку протеина, нежели найти одного топового спортсмена, который будет там на контракте с деньгами, который даст им больше охват. Ну, мне кажется, это тоже неправильно на бартерной системе работать. Да, я с тобой согласен, кстати, в этом плане. Опять же, да, потому что если ты что-то рекламируешь, как ты пытаешься развиваться, без бюджета это не будет двигаться никуда. Конечно. Вот. А следишь ли ты за кем-нибудь из пауэрлифтинга? С пауэрлифтинга, конечно, наверное, меньше всего я за кем-то слежу, потому что, ну, в свое время там за Юрой Белкиным интересно было наблюдать, вот. Сейчас, может быть, из американского пауэрлифтинга, там, знаю, Джамал Браунер. Да. Который там Тяга 500, он там делал на тренировке. Да. Ну вот, ребят, конечно, ну, относительно пауэрлифтинга не с большим весом, а поднимает какой-то космос, особенно в тяге. Да. Слушай, опять же, он потянул 500, пускай даже на тренировке, но это же без экипа было. Вот, насколько это просто лямки. А как ты вообще относишься к экипировочным дивизионам? Там они в тройной что-то там экипе жмут там 500, сами весят там что-то 120, вот что-то в этом районе, или там жмут 400 там в категории 90. Ну да. Как относишься к этому? Это, естественно, огромный интерес вызывает, ну, потому что просто такие цифры. По сумму у нас сумму столько собирают в тяжелой атлетике, а тут там жим лежа или... Вот. Я нейтрально к этому отношусь, ни положительно, ни отрицательно, то есть и не смотрю, собственно, такие соревнования в экипировке, я их не понимаю. Вот, то есть, поэтому ничего не могу сказать. Давай поделишься своими, кстати, результатами в пауэрлифтинге. Я знаю, что ты выступал пару раз. Ну, прям в классике, в тройке? Да. Не, в тройке я один раз выступал всего лишь. Это было давно. Да я там вообще ерунду какую-то поднял. 150 пожал, 240 присел, 260 потянул. При весе, не помню, в районе 100. Это были не предельные веса, это были там тренировочные какие-то подходы. У нас там в городе проходили соревнования, вот я пришел, выступил. Это конкретно брать тройку пауэрлифтинга. А так, ну, в становой там выступал отдельно. В жиме, тоже на городских соревнованиях. Как относишься к армрестлингу? Смотришь ли, следишь? Вот, потому что для меня я бы не рискнул, потому что у меня с моими вывихами, с моими травмами локтей. Но мне очень нравится наблюдать за атлетами из армрестлинга. Тем же Сарычев, Денис Цыпленков сейчас на хайпе. Вот, там Смаев. Сейчас на хайпе. Цыпленков всегда был на хайпе, когда он часто... Ну, я имею в виду в целом, вот сейчас это набирает обороты. Это... Как раз же они взяли пример, как по мне, с единоборств. И делают контент такой близкий к единоборствам. Сделали поп-арм, как сейчас поп-ММА, так есть поп-арм. Вот Бодимания снимает там проект Арматура. Так что я за армрестлингом слежу, в курсе. Вот. Опять же, ребята двигаются, развивают спорт. Это клево. В свое время, там, не знаю, года 2-3 назад Ларри Уиллс очень много принес в этот спорт, благодаря тому, что он туда вошел. Вот, поэтому, ну, клево. Так, там, действующих лиц знаю. В принципе, за армрестлингом поскольку следил уже, наверное, лет 8-10, как железный рейтинг начал смотреть. Потому что основатель там железного рейтинга бывший армрестлер. И поэтому там часто армрестлинг освещался, поэтому я про него там знаю. Но сам бы не.
Не рискнул. Потому что у меня локти начинают болеть. У меня тоже был вывих локтя на Ну, ты соревнованиях. тоже был, да? Да. Я даже об этом не знал. Был на Европе вывих локтя у меня. У меня на тренировке это произошло. Ну, не такой, как у тебя. Ну, хруст был на весь зал, но так это не Ну, вывалилось. не висела рука. рука, короче. Не, рука не висела, но ну вот так вот от локтя она вышла вперед сантиметр, не знаю. Ой, 3-4. вообще, у меня это такая история, я не знаю, я об этом много кому рассказывал, я сейчас просто расскажу это, чтобы просто это где-то было, и если кто-то захочет, он посмотрит. Случился вывих у меня на тренировке, что-то я там какие-то 150. На я- вид как будто вообще рука сломалась. Прям, ва. Да, и в общем, что-то там 150 какие-то я там не поднял, рука уехала, и я почему-то, знаешь, в своей жизни всегда думал, что меня это обойдет. Я видел там много атлетов, ну не то, что много, их вообще не так много Ну по да, всему миру. такие травмы серьезные с локтевым. Да, их вообще очень малое количество людей, кто эти травмы получал, а если и получало, то вообще единицы после этих травм возвращались и что-то там поднимали. Вот. И я всегда думал, что типа, да у меня отличное включение, у меня нет никаких проблем с суставами, меня это никогда не коснется. Просто вот так бац, в один момент у меня там прекрасная форма, я там почти Тебе что надо на пике. прикрепить видос. Это где-нибудь там в закрытом канале по ссылочке в Телеграме. Ну, кстати, да, в Телеграм добавь. Ну, В Телеграме, да, видосик можно глянуть. По ссылочке ниже спускайтесь. Там мой вывих локтя. Также могу колено свое туда отправить обязательно. Вот. А вообще, ребят, не думайте, что тяжелая атлетика это очень опасный вид спорта, там все такое. Нет. Тяжелая атлетика максимально безопасный вид спорта, если все делать грамотно, соблюдать рекомендации тренера, следить за Для техникой. какого тренера? Ну, в Да, общем, если тренер грамотный. В общем, да, нужно просто больше, как-то больше по науке, что ли, двигаться. Осознанно подходить. к Осознанно, процессу. да. Не то, как я молодой, у меня там гормоны, тестостерон шкалит, я думаю, все, мне нужно там сейчас этот рекорд поставить, или я завтра умру просто. Да. И я кидался постоянно на какие-то огромные результаты, какие-то огромные веса, сам бездумно мне тренер постоянно говорит, типа, да зачем, поработай ты там на определенном весе, а у меня, ну опять же, это моя ошибка, моя вина, мой юношеский максимализм, я как-то горел быстрее там добиться там какого-то результата, там догнать соперников, и по итоге сам себя от этого отдалил. Вот. Ну и в целом я не переживаю. Это должно было случиться, это опыт. Да. Вот, как это было? Вывихнул я локоть. Все, что-то там, я подхожу, там, говорю другу, там, сними напульсники, там, что-то скорую вызывайте, там, все, приехал, побежал на второй этаж, там, в общежитии в Питере, врачи наши, там, медсестры, спасибо им большое, они там все оперативно сделали, укол там поставили, обезболивающее, кетанов, какие-то таблетки, что-то там заморозили мне. Скорая в Питере моментально приехала. После вывиха через 9 минут она уже была на месте. 9 минут. Быстро. Да. Скорая приехала. Но опять же, город Питер огромный. И в какую-то больницу меня повезли просто Это да. по этим... Как они? Лежачие полицейские. Просто я ехал, мы ехали 1,5 часа до больницы. Я ехал, я просто молился, чтобы быстрее до туда доехать. В этой скорой помощи я ехал. Приехали в очереди. Мужичок такой, лет 40, говорит: слушайте, да я в футбол играл там с мужиками после работы. Что-то колено у меня заболело 2 недели назад. Он говорит: ну сейчас мы посмотрим. И я со своим локтем в обратную сторону просто сижу, думаю, да ладно, я подожду, ничего страшного, мне вообще же не больно. Да, вот так вот оно и работает. И все, я сидел, Медицина у ждал. нас тоже на уровне, бесплатная особенно. Я сидел, ждал. Вот. Самый классный момент был, когда мне пошли делать рентген. Я прихожу, мне в одном положении удобно и минимально больно держать локоть. Что-то я там, она говорит, там, приложи вот так, я там все что-то делаю. Она говорит, рентген, все. А теперь, говорит, нужно локоть вывернуть вот так и вот в этой проекции сделать. Я говорю, я не могу, мне больно. Она говорит, ну нужно. Я говорю, ну видно же, что вывих. Вот, я это запикаю обязательно. И она говорит, нужно сделать рентген. Я говорю, да я не могу. Она берет сама мне локоть вот так вот выворачивает. Прикинь, вот просто открытый вывих. Представляю. Она сама берет мою руку, что-то поправляет. Я просто, я не знаю, как я сдержался там, чтобы не начать бить женщину первый раз в жизни. Вот. И, в общем, да, мне сделали рентген. Все, я что-то там через боль, слезы, я пошел там, отнес этот рентген. Все, мне должны его вправлять.
Опять я минут еще 30 жду врачей, там собралась целый какой-то консилиум, пришло там 3 мужчины-врача, 2 женщины-врачихи, ну вот, что-то они мне там вправляют. И он пытается вправлять своими силами через колено свое. Что-то вставляет мне. Я вроде чувствую чуть-чуть облегчение, вот все, сейчас там нормально. И он не может продавить. Он говорит, ты спортсмен? Я говорю, типа, ну да, я там занимаюсь спортом там 11 лет там, вот, на тот момент. И, короче, он говорит, я не могу, говорит, продавить, у тебя связки держат, сустав, я не могу его просто продавить. Говорит, давай, типа, ложись на стол, клади руку, сейчас мы вдвоем на руку надавим и, типа, вставим тебе сустав. Я такой, типа, да давайте, мне вообще без разницы, быстрее вставьте просто и все. Все получилось, сустав мне вставили, вот, я чувствую облегчение, чуть поменьше прям боли стало. Ну, естественно, там у меня все порвалось, и связки там, и все, вот. И он руку держит мою, говорит, нужно накладывать гипс. И все, ну он-то подумал, что все. И как только он руку свою отпустил, у меня связки обратно, короче, вывихнули мне второй раз локоть. Вот. То есть у меня настолько они сильно, типа, тянули. Да, я понял. Короче, это был Как вообще... струной. Да, это был просто букет эмоций. Они говорят, типа, тащи быстрее гипс, ты видишь, типа, ну у него тянет там. Я, короче, такой спектр эмоций испытал, вообще классно было. Всем совет. Я, кстати, если говорить про травмы, каких-то серьезных травм у меня вообще за тяжелую атлетику не было. Единственное, ну, поясничка, наверное, да, чуть подушатанная. Но в целом там я сейчас и приседаю, и тягу делаю просто не в таком количестве, как раньше, и поэтому я себя, в принципе, комфортно чувствую, там, без болевых ощущений. И в целом, можно сказать, с тяжелой атлетикой я закончил довольно-таки здоровым в сравнении там, с другими ребятами, потому что кто-то уже за свою карьеру по несколько операций перенес. Да, ну у меня лично на моем примере, у меня там есть 2 друга, которые переносили операцию. Также один из них на позвоночник, один на колено. Вот, Да. а у меня получилось так достаточно здоровым закончить. Слушай, по поводу поясницы, кстати, ты знаешь, это вот оно такое палка о 2 концах. То есть вот у меня, например, тьфу-тьфу-тьфу, никогда в жизни спина не болела. Не, она болела, знаешь, когда один период, я пришел в 12 лет, вообще, то есть я пришел с бокса, я никак там не развивал там свои мышцы спины. В 12 лет я пришел, на 4-й месяц занятий я уже пошел тянуть 180 на 2 без тренера, надел 2 пояса и пошел тянуть. И вот потом у меня спина болела, да. Но это, видишь, опять же, мои ошибки, потому что я глупый, без тренера, но что-то занимался. Вот. По поводу спины, как ты вообще думаешь, если у человека развитый мышечный корсет, правильно поставлена антропометрия позвоночника, есть ли смысл вообще заниматься с поясом? И, может быть, от него даже, наоборот, вред будет какой-то? Да слушай, у меня был момент, короче, когда я вот сбрасывал вес, ну, начал потихоньку сбрасывать, и у меня пояс стал большой. Я приседал, и мне, короче, пояс залез сюда под ребро. Да. И я потом, короче, дикий дискомфорт испытывал в течение месяца, когда надевал пояс. И в итоге я месяц тренировался без него, и там, честно, большой разницы не почувствовал. Мне кажется, в большинстве случаев пояс, он вот для головы. Вот, потому что, ну, по сути, он просто брюшную полость твою держит в тонусе, и все. А там, какой-то помощи точно он тебе не даст. Вот, а лучше укреплять именно мышечный корсет, мышцы кора. Слушай, я по этому поводу абсолютно согласен, потому что я тоже все детство поднимал в поясе. До 17 лет с поясом. Потом так вышло, что мне пришлось, я где-то то ли забыл пояс, то ли кому-то отправил. У меня не было пояса, а в зале, куда я приехал тренироваться, в Питер, там моего размера не было. И так вышло, что я просто тренировался без пояса, и слава богу, я этому очень рад, потому что у меня вообще никогда после этого спина не болела, и пояс я не надевал и по сей день. То есть я там тянул тягу и 280, я там что-то поднимал, и там на грудь брал 208, и никак, все это без пояса. Вот. Ну, я пояс сейчас использую на тренировке, но опять же, наверное, вот только с целью как бы ужать чуть живот, талию, вот, Ну, не да, более это в твоей того. профессии сейчас это важно. Да, и то не так часто, и в целом вообще без там, наколенников тренируюсь, без кистевых там каких-то бандажей. Вот, то есть в этом плане вообще ничего такого нет у меня. На удивление, вот пока штангой занимался, я все время на коленниках или бинтах тренировался, потому что колени похрустывали, побаливали, сейчас вообще ничего. А как ты относишься к тому, чтобы принимать какие-то хондропротекторы или пить желатин для того, чтобы минимизировать вот этот вот риск травматизма суставов? Ну, честно,
Не знаю. Вот. Сам не используешь. Слушай, был момент, даже кололи, хондролон, вот в уколах. У меня надрывы сухожилий были коленных. Ну, причем травму получил я не в зале, а когда поднимался по лестнице, споткнулся. Вот, ну, не знаю, я когда что пил, что вот прокололи мы хондропротекторы, я каких-то там колоссальных улучшений не заметил. А вот правильная техника, правильный темп выполнения упражнений, это больше вам прослужит. Вот, дольше вам сохранит суставы, нежели какие-то хондропротекторы. Вот, то есть, видишь, тяжелая атлетика еще такой вид спорта, скоростно-силовой, тебе надо быстро, резко поднимать. Там, не везде проконтролируешь ту же, там, как в бодибилдинге, негативную фазу. Я вот сейчас стараюсь менять технику, контролировать негативную фазу. И я понял, что это помогает мне сберечь там мои суставы. В тяжелой атлетике это невозможно сделать. То есть рано или поздно твой сустав начнет ушатываться. Вот. Сейчас, мне кажется, любого тяжелоатлета приведи на УЗИ там, коленных суставов, и будет артроз, артрит у кого-нибудь. Да слушай, да, ну по большому счету и у обычных людей, да. Все это присутствует. Кстати, вот интересный вопрос по поводу техники и то, что нужно поднимать там грамотно, осваивать правильность подъема, выполнения различных тяжестей, различных упражнений. Вот такой вопрос. Считаешь ли ты, что большинство тренеров в фитнес-клубах, не говорю про твой фитнес-клуб, а просто они абсолютно не образованы? Они просто по какую-то корочку получили за пару месяцев и являются тренерами. По сути, ну, давай будем говорить честными, будем честными. Фитнес-тренер, по большому счету, это продавец. Он должен продать тренировку для того, чтобы заработать себе на жизнь. Ну, просто этот продавец, да, может покалечить людей, но в целом я к этому, знаешь, как отношусь? Ты можешь получить корочку, пройдя курсы 3 месяца, но при этом заниматься саморазвитием, быть достаточно хорошим тренером, особенно если ты какой-нибудь практик, который на себе там все практикует. И ты можешь отучиться там в физкультурной академии, получить высшее образование, при этом, не знаю, проплатить там его или еще что-то. Или просто ты учился, у тебя ни хрена в башке не отложилось, и ты как специалист в сравнении с тем парнем, который диплом получил за 3 месяца, ты будешь полный ноль. Тут такая палка о 2 концах. Тяжело на эту тему рассуждать, но в любом случае я считаю, что образование хоть какое-то нужно. Ну, знать основы вообще биомеханики, как это биомеханики, все выглядит. Физиологии, там, биохимии, в плане питания разбираться тренер должен, потому что многие люди приходят уже с травмами, чаще всего, вот, уже с травмами приходят, и ты не должен навредить человеку ни в коем случае. То есть он пришел, наоборот, тебе поправить здоровье. Да, я по этому поводу согласен. Ну, просто я смотрю, я, не так, конечно, много посещал фитнес-клубов. В Воронеже, может быть, там был в 3-4. Их много не надо посещать, везде одна и та же картина практически. Единицы клубов, где работает достойный полностью персонал. Да, где специалисты высокого уровня. Потому что вот сейчас вот я провел, я же говорю, начал заниматься только-только в начале апреля, вновь, после долгого перерыва. И то я сейчас занимаюсь больше именно просто фитнес. С тяжелой атлетикой пока что вообще там не связан. Я, опять же, там персонал, тренеры, действительно такое ощущение, что им нужен тренер самим. Да. Вот. Он просто говорит, а что мы там в прошлый раз делали? Ноги? Сегодня давай спину, там, иди качни, там, 5 по 5, там, или там 3 по 18, 3 по 20. Да, к сожалению, это есть в нашей профессии. Вот. И бывали случаи, что некоторые клиенты так вот приходили к тренеру, какое-то время с ним занимались, и у них потом полностью пропадало желание не то что с тренером заниматься, а в принципе в фитнес-клуб ходить. Да. И это, конечно, большой бич этой профессии. Что туда приходят ребята, которые там где-то что-то чуть покачались и хотят на этом заработать. Быстрых денег, да. Опять же, видишь, что ты, если навыки продаж у тебя высокие, то ты даже не будучи высоким специалистом, высококвалифицированным, можешь там
иметь какую-то огромную аудиторию своих подопечных. 100%. Если ты умеешь продавать, ты можешь в этой профессии остаться хорошо, надолго. Как вообще ты к этому пришел? Я знаю, что у тебя на начальном этапе, я же с тобой давно знаком, у тебя были проблемы с этим определенные, небольшие, с навыками продаж. Ты как-то этому обучался, там что-то изучал. Как у тебя произошло это становление? Как ты в этом развился? Слушай, ну, во-первых, проблемы были только на стартовом этапе, когда я только перешел там работать в новый клуб. С продажам я не учился, хотя думаю этим заняться, вот, чтобы чуть масштабировать как бы свой доход. Но, возможно, это пойдет не на... Не, конечно, на оффлайн работу тоже, но, наверное, больше с целью там заработка онлайн на своей профессии. Вот. Мне кажется, просто результаты моих подопечных привели к тому, что ко мне стало больше людей ходить. То есть у меня там есть примеры, когда мы там с одним моим подопечным, Димкой, за там, 7 месяцев со 101 килограмма до 80 скинули. При том, что человек 7 лет был в этом весе. Вот. При этом он ходил, занимался с тренерами, но не мог скинуть вес. Я ему там простые основы объяснил, подсчета той же калорийности и так далее. И человек скинул за 7 месяцев 20-ку. Это отличный результат. Кстати, вот по поводу, опять же, этого, видишь, многие, да не то, что многие, даже большинство от ребят, обычных людей, которые приходят в фитнес-клуб, они не выполняют установки тренера. То есть он им говорит, там нужно соблюдать БЖУ, есть определенная калорийность, вот такие продукты там. А он где-то кусочничает, да, правильно, вот этого, там что-то заедает, где-то там стресс, где-то там просто подкинчик, там что-нибудь жует, какие-нибудь там булочки, там чипсы. Да. Вот. И как тренеру объяснить, донести до человека, что нужно прекратить? Да, слушай, никак. Я, допустим, вот напрямую, когда вот у меня приходит человек с запросом похудеть, а потом там присылает мне отчет, а у него там полная каша в плане отчетов. Потом он мне там рассказывает, что я там то подъел, это подъел. Я ему просто говорю, ты же понимаешь, что я дал тебе вот все инструменты для работы, Знания, объяснил, да, что, где, как, сколько, чего. Ты же этим не пользуешься? Нет. Тогда и результат не будет. Я говорю, тогда ко мне вопросов нет? Нет. Все. То есть я это на старте обговариваю. Если человек соблюдает все, результат есть. Если человек не соблюдает, это будет видно. То есть если человек где-то будет там моментами прошляпивать, вот, хотел по-другому сказать, но остановился, вот, в таком случае он сам виноват. Просто надо это до него донести, что результат делается не в одного. Не только. Если ты пришел к тренеру и начал с ним заниматься, это не значит, что ты будешь достигать того результата, который ты хочешь, если ты сам не будешь над этим работать. И знаешь, вот многие люди, они хотят быстрого результата, что вот я пришел, и я через месяц должен быть Арнольдом 10 Шварценеггером. лет они нажирали там эти 30 лишних килограмм, и потом такой, так, мне есть 2 недели до свадьбы, Да. мне нужно 20 килограмм скинуть. Ты думаешь, куда? Приходишь к Денису, Денис, мне нужно 20 килограмм через 2 недели скинуть. Да. Не, что, можно, конечно, потом его на скорой заберут через 2 недели куда-нибудь. Да просто в баню его закинуть и закрыть дверь на замок. Да. И руку отрубить еще. Нормально будет. Да, я сам понял к этому. Я всегда это понимал, но через себя я это не пропускал. И вот почему вообще я пришел к такой форме, что я там весил там за 140 килограмм. Да потому что я считал, что мне так проще. Мне проще так будет поднять большую штангу. Я советую моего тренера, опять же, Салим, огромное ему уважение. Он мне много чего объяснял по этому поводу. И вообще большинство всех знаний, которые я знаю там по физиологии, я получил не где-то там в школе, а конкретно от этого человека. И он мне долго доносил эти мысли, что нужно там следить за питанием. И он мне говорит, ты дурак.
ты должен был сделать это в 21 году, и ты бы сейчас там и медали бы у тебя были, Да. и поднимал бы ты все. Я говорю, ну, Салим, ну да, это моя вина, мой косяк, я не следил. Ну, слава богу, что я сейчас хотя бы до этого дошел, и у меня открылись глаза, и сейчас все. То есть вообще, ну, не знаю, веришь ты, не веришь, я сейчас реально питаюсь вот как ты. Вот просто там контейнеры у меня, курица, рис, гречка, вот. Не, да я верю тебе, я же вижу, как ты ешь, там выкладываешь. Да. Поэтому, слушай, это вообще очень забавно. И я тоже, знаешь, такой думаю, вот я месяц худею, я там похудел уже на 11 килограмм, думаю, блин, да надо быстрее. Это много, это Да, очень много, 11 килограмм. Да, и я думаю, да надо быстрее, да я хочу уже быстрее прийти в этой форме. И я сам себе, ну, говорю, типа, да, заткнись, ну ты реально там 10 лет наедал эти килограммы, поднимал там огромную штангу с этим же огромным весом, и ты хочешь просто вот так вот стать тем же Денисом Кехтеровым, например, так не бывает. Не, ну, Поэтому только тяжелый труд и только свой мозг, если ты включишь, только тогда ты к этому придешь. вообще, мне кажется, в любой сфере эта работа должна быть там в долгую. И мы не только берем там процесс Да, я понял, питания, что ты. построения тела, да. Тот же бодибилдинг, это работа в долгую. Всегда, когда ты быстро стартуешь, тяжелую атлетику берем, можно по юношам там все повыигрывать, а И к до юниорам молодежки не быть дожить поломанным, вообще. да. До молодежки не То дожить. есть все должно быть долго, надо смотреть всегда на перспективу. Вот и тут так же. Да это вообще в любой деятельности. То есть, Да, да, тот же да, вот да. YouTube я сейчас там занялся. Там, естественно, на начальном этапе это смешно, там типа 130 подписчиков у меня. Вот. Но опять же, если смотреть в долгую, если не прекращать, действительно делать вот эти определенные действия, Да. монотонно двигаться вверх, расти в контенте, расти в результате, в качестве съемки, с новыми гостями интересными и расти как личность, развиваться, там всесторонние какие-то новые знания получать, делиться ими с людьми, ну, естественно, это все принесет какие-то определенные свои плоды. Да, 100%. Ну вот. Это опять же к тому, что результат никогда не бывает быстрый. Результат – это совокупность многих факторов, которые ты делаешь, определенная деятельность, не просто какая-то болтовня, пустые слова. Вот ты сказал там и не сделал. Есть такие знакомые у меня. Ну, у меня, да, их полно. Да и сами мы когда-то тоже где-то там ошибались. Да, безусловно. Ошибались. Я знаю, что ты также любишь читать книги и смотреть фильмы. Какие жанры тебе, например, фильмов нравятся? У тебя недостоверная информация. Фильмы Меня обманули. вообще давно не смотрю. Да? Ну, вот последний, там, когда у родителей был, Морбиус посмотрел. Вот. Не знаю, сейчас что-то как-то к кинематографу так отношусь. Часто не смотрю. Интересно. Насчет книг тоже. В последнее время давно не читал, потому что старался уделить сейчас времени подготовки больше. Вот. Ну, сейчас пытаюсь. Сейчас вот как устаканится режим, я думаю, чтение я точно верну. Вот вопрос просто, опять же, от Норика. Ну вот он Да. много уделяет времени самообразованию, читает книги, но больше по своей там тематике, по своей сфере, в которой он сейчас там двигается. Вот у него вопрос такой. Были ли в твоей жизни книги или, может быть, фильмы, которые изменили твою жизнь на до и после? Вот такой вопрос. Нет, не было. Но интересная книга была. Единственное, мне сейчас я название не вспомню, потому что я ее читал еще в физкультурной академии, я сейчас гляну. Ну, вот я просто подзабыл название, я ее читал еще, когда учился там в академии. Книга Робина Шарма «Кто заплачет, когда ты умрешь». Вот. Советую к прочтению, я бы ее заново, кстати, перечитал, потому что она такая наставляет на жизненный путь. Вот. Каждый там для себя что-то свое найдет. Слушай, да, интересно. Я, возьму на заметку обязательно. Вообще, сейчас я тоже возвращаюсь к чтению. И я недавно начал перечитывать книгу. Это, опять же, вопрос к мотивации, аффирмации. Вот что-то в этом духе. Классная книга. Называется «Подсознание может все». Джон Кэхо. У меня вот она стоит. Вот стоит. Да, давай сейчас покажем. Я ее только начал читать. Да, это пускай лежит. Знаем такую Вот книгу. такая книга. Да. Вот такая. Классная. Вот.
Я тоже, я ее только начал. Это другая книга, ты меня обманул. Сила подсознания. Сила подсознания. Сила подсознания, да? А ты про какую сказал? А я сказал, подсознание может все. Ну, блин, тогда вырезать. Вырезать все. Нормально, нормально. Просто похоже название было, я, значит, перепутал. У меня просто вот Да такая- наверняка они об одном и том же говорят, а просто немного разные Ну, посылы. в целом, кстати, мне кажется, все вот эти книги о мотивации, там еще о чем-то, они все об одном, но 7 просто навыков разными высокоэффективных словами людей. Да, да, да. Супер человек. В 5 утра встаем. Топим. Да. Не, вот, кстати, блин, ну это же реально сложно. Ну, потому что я сейчас... Вот, кстати, книга же есть «Магия утра». Я ее никогда не читал, но я так просто наслышан. И вот как раз-таки, почему я встаю в 5 там частенько, при том, что мне там на работу только через 2 часа. Для меня вот это утреннее время, оно самое кайфовое. Ты такой наедине с собой, у тебя голова свежая. Город пустой, никого. Город Да, пустой, да. да. И оно, вот это время какое-то особенное. То есть я прям с утреннего времени кайфую. Слушай, блин, да, ну есть определенный вайб, своя магия вот в этом. Ну, понял, почему я до сих пор до этого не дошел? Я на процессе становления, я сам понимаю. Нори, кстати, он постоянно встает в 5-6 утра. Я сегодня в 5 встал. Я знаю, я видел у тебя истории в Телеграме. Вот. Норик точно так же в 5-6 утра встает, там 4 часа посвящает работе, затем идет, занимается там каким-то саморазвитием, отдыхом, затем опять там посвящает время работе, и вот и ложится там тоже в районе 10 вечера. Вот. Ну, конкретно для себя я могу сказать, что ну, это тяжело. Не, делал привычки, перестроишься потом. Ну, понял, знаешь, как это, с чем у меня связано? Я бы, может быть, и не против был бы ложиться раньше, там в 9, в 10. Но просто я, как человек более творческий, я не могу это никак объяснить больше, чем как магия, действительно. Но почему-то все классные идеи, какие-то мысли, там, муза моя, какие-то строчки, которые я там записываю, там, я же стихи пишу, там, вот это вот отдельная история. Вот. Оно все приходит ночью. Вот у меня более там 50, там 60 стихов, я все написал их после 10 вечера. Все У меня абсолютно. обратная история. У меня даже, когда там смотрю отчеты вечерние, там онлайн клиентов или еще что-то, порой даже не отвечаю, пока вот не высплюсь, и с утра уже тогда только даю обратную связь, потому что у меня с утра намного лучше Голова голова более ясная, работает. я понял. Да, то есть для меня всегда была проблемой вечером что-то делать. Я вот, не знаю, может быть, говорят, жаворонок. Вот, это про меня. Я с утра намного продуктивнее, чем вечером. Слушай, ну блин, да, не знаю, у меня почему-то всегда вот, почему-то вечернее время, оно какое-то для меня реально какая-то Тебе сколько лет? магическое. 23. Вот, кстати, через 8 дней рождения. Может быть, сейчас чуть постарше станешь. Я раньше тоже как-то мне казалось, что я хоть и не намного старше тебя, я раньше тоже вот так вот до вечера, до часу, до 2 мог сидеть, там, до 9, до 10, потом проспать. А сейчас вот перестроился, мне этот режим более комфортный. Ну и плюс у меня, я же говорю, работа с 7 начинается. Ну да. Вот, поэтому я сейчас в таком режиме двигаюсь. В общем, дадим совет для людей, которые хотят вставать в 5 утра. Найдите работу, где вам нужно приезжать к 7, и вы будете вставать в 5 утра. Многих это не спасет. Вот. Тут наоборот все поломает. Да. Также будет в 2 ложиться и там в 5 вставать. Следующий вопрос. Есть ли у тебя кумир, который заряжал тебя в процессе становления тебя как личности, как спортсмена, за которым ты следишь? Вот у Нет. Кирилла это был там Месси, Лионель. Сразу скажу, нет. Хорошие, интересные примеры, да, но кумира как такового нет. Вот чем мне бодибилдинг нравится, допустим, ты можешь там не занять высшее место, чем в прошлом сезоне, но показав там прогресс относительно самого себя, ты уже будешь доволен. То есть для меня вот это мотивация. То есть каждый год показывать прогресс во всех сферах лучше относительно самого себя. Конечно, я говорю, ярких примеров много, там в спорте, в жизни, но таких кумиров у меня нет.
Кем ты видишь себя в будущем? Кем бы ты хотел заниматься? Я понимаю, что вряд ли тренерская деятельность, она будет для тебя всю жизнь Ну тебя почему кормить. нет? Просто тренерская деятельность может быть в другом формате. Я почему-то, ну не знаю, мне так кажется, если я почему... Вот у меня такое бывает, если я об этом думаю достаточно много, часто, то это реально потом происходит. То есть я почему-то думаю, что повыступав там некоторое время, набравшись опыта там, в сфере подготовки и в плане диеты, и в плане там гормонов, анализов, фармакологии, я бы хотел попробовать себя в роли тренера именно подготовки атлетов по бодибилдингу. Мгм. И тут уже не обязательно, что в зале работать. Вот как я Да, сейчас я с с тобой Васей работаю согласен. дистанционно, вполне себе. Но для этого мне нужен прям такой период времени, года, мне кажется, 3-4 поступать. Мгм. Я понял. Слушай, интересно. В общем, ты видишься больше в дальнейшем вот в этой сфере. Да, слушай, спорт у меня с детства, всю жизнь. Вот, ну, как основной доход, почему нет? Это интересно. По поводу будущего мы с тобой обсудили. Вот ты из маленького города Ленинска, затем у тебя был период, ты жил в Воронежской области, выступал за Воронеж, сейчас ты приехал прям вообще в столицу, Черноземья, город Воронеж. Какой город в твоей жизни для тебя является любимым? Где тебе больше всего нравится проводить время? Да, слушай, мне Воронеж очень нравится. То есть я прям кайфую. Я и в Волгограде пожил пару лет, когда учился. Вот, в самом Волгограде. Воронеж мне больше нравится. Вот я во многих городах России был, пока там выступал по тяжелой атлетике. В целом, Воронеж очень хороший город. Мне здесь все достаточно нравится. Тем более, что здесь, допустим, относительно недалеко Москва. Ты сел в поезд, 6 часов ты в Москве. Вот. А Москва немножко суетная, конечно. Здесь поспокойнее. Ну, на самом деле, да, если сравнивать даже тот же Питер, он намного более спокойный, чем Москва. Да, да, я давно в Питере не был, 4 года, вот сейчас съездил опять в Питер, и я прям такой контраст с Москвой ощутил, что он намного спокойнее. Да. Слушай, ну Москва, опять же, это видишь, это столица, Ну там да. все деньги крутятся, все люди там бегают, пытаются достичь каких-то своих целей, поэтому это больше такой муравейник, Да, где, 100%. где тебе нужно выживать, вот так вот можно сказать. Воронеж, он больше чуть, да. Я сейчас вообще долгое время, 9 месяцев провел в маленьком городке, там 45 или 50 тысяч населения. Ну, огромный контраст я ощутил вообще по сравнению даже с тем же Воронежем. Пускай сейчас в Воронеже я там живу в частном секторе, у меня там лес рядом, но это вообще все равно не сравнится с тем, что вот там вот на юге. Там ты просто выходишь, у тебя намного чище воздух, там горы, родники, реки. Да, насчет воздуха ты прав. Вот я сейчас ездил к своим в Ленинск. Там это прям ощутилось. Ага. Поэтому да, я вот сейчас сам еще стараюсь чаще выбираться на природу, как-то воссоединяться со своими вот этими вот духовными корнями. Почему-то, ну, видишь, это больше как мои творческие вот эти вот позывы. Я там люблю посмотреть там на что-то, на какой-то на закат, какие-нибудь строчки там, может быть, в голову придут, что-то записать. Интересная мысль. Как у тебя с этим? Записываешь ли ты какие-нибудь свои мысли, ведешь ли ты какой-то дневник свой, там что-то нужно сделать, что-то записать? Нет, я не веду. Ну вот. В целом, потому что у меня цели такие, они достаточно явные для меня. Мгм. Вот, и они у меня из головы не выходят. Поэтому, не, какие-то пометочки там в любом случае есть в телефоне. Вот так на отдельно никуда не записываю. Может быть, я когда-то к этому и приду. Мгм. Так, давай тогда... Сползли уже. Ужас. Ну потом какие-нибудь это нарезку сделаешь. Говна. Нарезка говна, это в шорты пойдет, в шорты Ну. на ютубе. 3 фактора, без которых мужчине тяжело будет добиться успеха. Слушай, ну, наверное, это будет последовательность, целеустремленность, дисциплина. Ну, просто смотри, последовательность. Не бежать от одного к другому делу,
целеустремленность туда же, то есть ты поставил цель, все, ты идешь к ней, вот. Ну и дисциплина, чтобы у тебя... Да вот она все, вот эти три, я не знаю, может быть, они как общие идут, но без этого, не знаю, никуда. Вообще без дисциплины тяжело в какой-либо сфере развиваться. Вырасти, да. Ну, конечно. Как личность. Да, просто везде эта дисциплина по-разному проявляется. Слушай, ну опять же я добавил бы, знаешь, что веру в себя еще. Вот это такое, без Да, чего очень да, тяжко вообще начать что-либо делать. Вот этот внутренний страх, 100%. вот этот вопрос социума, то, что, знаешь, там в школе, там, если, например, ну, там, меня там где-то подначивали, что-то там шутили надо мной, это же все равно какая-то микротравма детства, которая в будущем тебе думаешь, а вот если я сейчас там начну это делать, они будут ли надо мной смеяться? Или там вдруг там что-то кто-то меня осудит, или там вдруг там это не оценят. И вот поэтому человеку тяжело сделать вот этот первый шаг на пути Согласен, к тому, 100%. да, на пути к тому, что он хочет, он действительно что-то хочет, но не может это сделать, потому что боится. Вот. Как ты вот просто взял вот так вот и решил просто так бросить спорт, тяжелую атлетику, помимо того, что там ты говорил уже до этого, что у тебя огонь в глазах там пропал, ну, это же довольно тяжело вообще просто взять и посвятить себя вообще абсолютно другому виду спорта там, в жизни. Ну, виду деятельности в целом, Да. Слушай, ну, опять же, все уперлось в финансы. Тяжелая атлетика перестала приносить тот доход, на который бы я там мог спокойно жить. И я прекрасно понимал, что там, будучи, ну, живя в большом городе, вот, в Воронеже, можно, работая в фитнесе, зарабатывать гораздо больше. Вот, собственно, опять же, вот, ну, просто у меня, знаешь, как у меня, вот когда я жил в Россоши, там был определенный доход там образно. И я такой думал, так, я перееду в Воронеж. Сухие цифры. Я шучу. Опустим. Перееду в Воронеж, такой думаю, буду получать в 2 раза больше, чем я сейчас получаю. Такой, блин, по-любому. Я когда сюда переехал, была полная жопа. Что тебя никто не знает, ты никому не интересен, не нужен. Тебе все с нуля надо начинать. Первое время, да, было очень тяжело там набивать клиентскую базу тоже. Но спустя год у меня не в 2 раза вырос доход, там, а в 4. Вот, хотя я себе там в голове представлял, что в 2 раза вырастет, я уже себя там капец как комфортно буду чувствовать. Вот. Ну и сейчас я понимаю, что от того, что я сейчас получаю, мне бы еще так Еще в 2-3 раза увеличить. Ну, потому что с присутствием С ростом большего дохода, потребности растут. потребности растут. Вот. Поэтому, если опять же говорить про бодибилдинг, говорить там про какой-то высокий уровень, а высокий уровень, я считаю, это переход там в профессионалы из любителей, там в первую очередь, чтобы перейти в профессионалы, тебе нужен нормальный высокий доход. Для того, чтобы содержать свою Стабильный подготовку. высокий доход, конечно, да, потому что на любительском уровне мы берем там взносы, грим, там, соревнования, поездка, ну, вот там в Питер мне 1040-50 обошлась, ну, образно, там, все. Это помимо того, что сколько ты еще продуктов Да питания. и продукты мы и так И- кушаем. Не, ну я имею в виду, что помимо вот этого спортпитов, БАДов, которые ты используешь на подготовку. Да, так это я еще без фармакологии готовлюсь, у меня там... И еще также тренеру нужно же какую-то монету там платить, естественно, да? Да, по-любому, вот, ну, ты просто вот за выступление там на Воронеже отдаешь там 12 тысяч рублей, а в профессионалах ты в 4, там, в 5 раз больше, то есть какая-нибудь поездка на турнир за границей тебе обойдется не в 50, а в 200, в 250 Если тысяч. не больше. Ну не, 200-250 выходит, я перелеты, просто переезды, смотрел это же всё-таки, да, ребят других, по-разному. кто выступает уже в про, тот же там Денис Романов, наш про-классик, физик. Вот он говорит 1200-250, какие-нибудь старты заграничные. Поэтому я говорю, тут нужен высокий стабильный заработок, чтобы переходить в про. Да, я согласен, поэтому необходимо, если ты хочешь выйти на новый уровень жизни, то тогда тебе нужно просто перестать бояться
и сделать вот этот шаг, пускай тебе будет на начальном этапе тяжело, пускай там будет что-то не получаться, где-то будешь ошибаться. Но опять же про веру в себя. Да, То есть да, я да. верил, что у меня реально получится. Как бы тяжело не было, вот, ну, дай бог, все получилось. И дальше, я и надеюсь, дай будет бог лучше. роста тебе в дальнейшем. Ну вот у меня сейчас уже другие там планки, цели в голове. Я их держу, там визуализирую, грубо говоря. Аффирмация. Да, и мне кажется, я тоже к этому приду со временем. Ну, конечно. Дай бог тебе, конечно же, роста, прогресса. Хотел еще вернуться к тяжелой атлетике. Вот такой вопрос. Как ты считаешь, кого перспективнее сейчас тренировать? Молодых детей, которые пришли в наш спорт, и делать из них чемпионов? Или тренировать уже готовых мастеров спорта, там, чемпионов, там, первенств России и так далее? Чемпионов Ну, Европы, как мы там, видим, вот 10. сейчас такая тенденция, что, видишь, детей потренировали одни, там, тренеры где-то там в потом селе, перешел к в другому? Ленинске, а потом перешел к другому, да. Ну, да. абсолютно адекватно. Если... Ну, просто есть такое, что, ну, тренер, вот в том же Ленинске, грубо говоря, не берем кого-то конкретно, любой город, может довести спортсмена только до определенного уровня, потому что дальше у него знаний там не хватает. Я к этому нормально отношусь. То есть, что люди потом переходят к другому. А, допустим, тот тренер, который тренирует мастеров и выводит их на более высокий уровень, он, допустим, не сможет взять с нуля там 10-летнего пацана и вывести его до мастера спорта. То есть, мне кажется, есть просто разные категории тренеров. Ну, в общем, ты считаешь, что сейчас правильно, да, такая тенденция, что Да. взаимосвязи они работают? В целом, да. Спортсмен приходит от одного к другому. Я Но понял. главное, чтобы это все было... На добровольной основе. Да. То есть не как-то там втихаря убежал, перебежал. Вот, а чтобы это вот так было. Я понял, уловил. Такой вопрос по поводу вот развития. Вот ты говоришь, знаний, если там тренер не может тебе дать. Вот сейчас есть, я уже несколько раз спросил этот вопрос на предыдущих подкастах, вот такой вопрос. Как ты относишься к болгарской системе тренировок и вот вообще вот к этой системе, которую преподносит там мой тренер Салим? Вот. Я знаю, что ты какой-то период, там пару месяцев что-то даже пробовал, сам тренировался. Но опять же, я сам тренировался, но только вот с того, что я там посмотрел несколько роликов с Салимом, что-то для себя подчеркнул. Я уверен, что не все в точности я делал, допустим, то, как он это видит. Вот. Единственное, что это прям с чем я согласен, что в тяжелой атлетике вот эти одноповторные подходы намного эффективнее, чем там рывок там, на 3-4 раза. Или зачем там человеку, мастеру спорта международного класса отрабатывать там рывок какой-нибудь там с виса, с плинта, еще откуда-то, когда у нас основа классика. Ну, конечно, иногда, может, хочется голову разгрузить, какое-нибудь там движение сделать, но в целом, мне кажется, система действенная, но сам больше ничего не могу сказать, потому что если бы я с Салимом поработал, может быть, я тебе чуть больше рассказал, но в целом какие-то такие моменты, которые я для себя подметил в плане одноповторной работы и больше классики, я считаю, это правильно. А вообще в целом про то, что у нынешних тяжелоатлетов отстают те группы мышц, которые работают при подъеме штанги. Например, задняя поверхность бедра, ягодицы, например, широчайшие мышцы. Мало, ну, естественно, где-то в сборной, там, кто там на высшем уровне атлеты этим занимаются, они работают на слабыми местами. Кто? Единицы, я же сказал. Вот, я и говорю, ну, может, те, кто с Салимом работают, занимаются, потому что он им об этом говорит. А так, в целом, у нас ребята, когда им говорят, идите подкачайтесь, ну, я просто помню, как у нас это было на сборах, сейчас не знаю. Пошли, что попало, поделали, хрень какую-то бесцельно. Бицепс качнули. Бесцельно, то есть, да, бицепс качнули, который им, ну, там вообще не нужен. Вот, а не хватает специалистов в сборной, 100%. А если специалисты есть, к ним не прислушиваются, потому что думают, что они дураки. А те, кто уже давно у руля, что они все знают. Да, это, кстати, вы знаешь, опять же, вот этот бич вот этой тяжелой атлетики, что есть вот там система. Я не говорю, что она плохая, ни в коем случае. Я сам с нее начинал тренироваться и все такое. Но просто ее придумали 70 лет назад.
И На она не начальном менялась. этапе может быть и хорошо научиться рвать там с разных положений, поставить технику, более многоповторная работа, чтобы у тебя в голове там эта техника откладывалась, и тело привыкало к работе, запоминало. Ну а потом зачем? Да, естественно, если мы на соревнованиях поднимаем рывок и толчок на один раз, зачем там брать на грудь, там 2 на грудь плюс присед, плюс 2 толчка с груди. Или тяга на грудь, присед, толчок. Ну, это любимая наша, да. Вот. Я говорю, что да, и знаешь, это вот больше как устоявшиеся такие нормы уже просто. Это уже это когда-то придумал какой-то определенный человек. Я сейчас не буду в это вдаваться. Это уже на подкасте с Салимом, когда мы это снимем, все это детально более обсудим. Вот. Просто там однажды человек без науки абсолютно просто создал систему, взял там вообще из другого вида спорта, перенес на тяжелую атлетику эту систему и говорит, вот как Власов изначально тренировался, он там делал рывок что-то 30 на 20 повторений, понял? И потом просто Медведев там что-то внес какие-то свои доработки и говорит, что, мол, типа работа там меньше, чем на 70%, она не дает там результата. Вот. А потом все это доработали, и Иван Абаджиев, который больше углубился в всю эту систему, он как-то это все доработал, и его спортсмены там на высоком уровне выступали. А сейчас в России есть, продвигает также вот этот научный подход, спортивную адаптологию в нашем виде спорта, в тяжелой атлетике. Он это все продвигает. Есть такой Салим Харьковский. Ну, что-то как будто его меньше стало сейчас. Может, я, конечно, меньше за что. Слушай, ну, знаешь, я с ним общался, вот буквально совсем недавно, неделю назад. Просто был какой-то бум в свое время. Да, а понял. щас вот- Как он это говорит? Я не знаю, правильно ли сейчас мне от его слов там это говорить. Ну, я просто скажу так небольшую часть информации. Он дает, вот как ты говоришь, вот тренер, к нему приходит подопечный, я тебе знания даю, А, хочешь ты не пользоваться, выполняешь хочешь это. пользоваться, да. Ты не выполняешь этого. И вот Салим тоже, он дал знания мне, вот там я, естественно, я пахал, там рывок, толчок, присед по разу, но я не питался, я не следил за режимом, я не спал, я там У не... тебя была одна составляющая там из 10. Да. И вот то же самое, он сейчас, у него больше не то, что опускаются руки, он просто, у него есть там 2-3 человека, которые прям вот от Роботы. А до Я. Солдаты. Да, вот роботы, как ты, вот, например, да, вот у них дисциплина прям железная. Они вот просыпаются, поели, попили, выпили, что там нужно, там свои спортпит добавки, потренировались, опять пошли поели, и все это по кругу, и вот они действительно горят за результатом, вот. А большинство спортсменов, я не буду называть по фамилиям, естественно, все люди пашут в меру своих возможностей, кто как хочет, в своей зоне комфорта находится, но, в общем, он немножечко разочаровался в тех людях, которым он посвятил довольно большое количество времени, и просто он не увидел от них выхлопа. То есть он посвятил, понятно. и поэтому как-то пока что он в таком промежуточном этапе находится. Я с ним обязательно через месяц встречусь, заснимем с ним тоже, наверное, на пару часов точно, может быть, даже дольше. Так вот, и я говорю, что вот так уже просто устоялось за эти годы, что вот есть система, там рывок, там 4 по 3, на грудь 5 по 3, там присед 5 по 5. Все. И никто не думает вообще, что в мышцах происходит в этот момент, что с организмом человека в этот момент происходит. Вот. И поэтому какой-то появился там, вот там, однажды сказали, какой-то лифтер там пришел к нам в Салим, якобы лифтер, хотя он тоже базовый штангист, вот, и давай там двигать свою какую-то науку. Ну, а по факту никто из нынешних тренеров, он не углубляется в знания, он не проникает внутрь, не изучает что-то новое. И вот опять даже если вернуться к тому вопросу, как ребенка бы ты стал обучать. Все знания не устаревают так или иначе. Поэтому каждый день что-то новое появляется. Вот вопрос там у Норика был, кстати, по поводу, как ты считаешь, может ли искусственный интеллект и вообще вся вот эта вот все, куда мы движемся, как он может повлиять на спорт? Это положительно. Вот. Ну, просто это сейчас нужно будет смотреть в процессе. Ну, в какой-то степени положительно, с какой-то, возможно, отрицательно. Угу. Вот. Кто-то... Ну, опять же, мне кажется, профессию это не убьет. По-любому люди будут обращаться к специалистам, но в какой-то степени там тем же новичкам, у которых там нет возможности оплатить специалиста,
та же нейронка будет помогать там образно составлять программу под их цели и задачи. Кстати, это и сейчас можно сделать. Там, зайти в нейронку, попросить под конкретную цель задачи составить там все программы тренировочные. Ну, на самом деле, да, она сильно облегчает нашу. Да, и это вот, мне кажется, в любом случае не только в сфере спорта, это во многих сферах будет помогать нейронка. Просто если, ребята, вы на будущее, знаете, как Денис, например, там пишет своим онлайн-клиентам, так он пишет так: чат GPT, пожалуйста, напиши Да. план тренировок, и скидывает вам. Ладно, это все шутки, лирика. В общем, я думаю, уже можно потихонечку подводить итоги нашей с тобой беседы. Вот у меня к тебе такой Блиц, да? коротенький блиц-опрос. Да. Да. Я Мне задаю- быстро отвечать? Можешь отвечать развернуто, я бы задаю просто вопрос. Кофе или чай? Кофе. Собаки или кошки? Собаки. Айфон или андроид? Ну, iPhone. Сейчас. Сейчас, iPhone. Был Android. Да. Лето или зима? Весна. Весна. Мгм. Сладкое или соленое? Сладкое. Блондинки или брюнетки? Без разницы. Мгм. Лес или горы? Горы. Фильмы или книги? Фильмы. Фильмы или YouTube? YouTube. Жизнь в городе или жизнь в деревне? В городе. Бокс или ММА? ММА. Вообще железно. Железно. Получается, тяжелая атлетика или бодибилдинг? Ну, бодибилдинг сейчас. Мгм. Я говорю, я за тяжелой атлетикой даже следить перестал. Вообще, она тебе настолько приелась, короче. Да, она именно приелась. То есть, ну хотя ну, тут в зал я приехал, там 130 рывочек сделал. Нормально. Тренировок. Это хорошо. Но сейчас бодибилдинг. Карьера или любовь? А почему или? Почему, допустим, Что на любовь? первое место ставишь? Сейчас карьера. Мгм. Но мне кажется, любовь должна быть такая, чтобы тебе в карьере рост шел. Чтобы она не мешала, и наоборот дополняла. Да. Да, я с тобой абсолютно полностью согласен. То есть любовь тебя не должна тормозить ни в коем случае, значит это не любовь. То есть тебя должно наоборот с этим все в гору идти. Да. Если не идет в гору, значит человек не твой. Что выберешь? Все деньги мира, большую власть, подчиненных, там, известность, или спокойную, уютную, традиционную семейную жизнь? Ну, второе. Мгм. Работа или отдых? Работа. Иногда, когда отдых, я даже не знаю, чем бы я себя занял. Такой лежишь, ну, так, поделаю это, потом это. И день такой длинный, кажется, вообще. Работа кайф. Я люблю работу, на самом деле. Но и отдыхать тоже надо. Трудоголик, на самом Да, деле. отдыхать тоже надо. Вот. Но просто мне там много отдыха не нужно. Мгм. Сильное тело или сильный разум? Разум. Будет сильный разум, будет сильное тело. Ну, в общем, да, ты считаешь, что больше человек должен развиваться именно головой? Конечно, да. Ну, слушай, а тот же бодибилдинг возьмем. Ну, стереотип, что качки тупые, это стереотип, потому что чтобы там, ну, возможно, знаешь, как это стереотип там из прошлого, вот, но в целом, чтобы сделать такое тело, это Огромный капец, как труд много и нужно огромные знаний, знания. да, Да. знаний, как работает организм, там, от и до по полочкам, причем, что у каждого организм индивидуальный. Поэтому... Все думают, просто сейчас, да я уколю что-нибудь, да буду через месяц. Нет, так не да, работает. но качество попробуй сделать такое, чтобы у тебя там жира не было совсем. Да, так не работает. Да. Слушай, Денис, я очень рад был с тобой встретиться, Взаимно. пообщаться. Много интересного обсудили. Я думаю, будет что у ребят спросить у тебя в дальнейшем. Приятно. Еще вторую часть потом заснимем. Да, через пару месяцев, может быть, годик. Да, там, когда время придет. Да, обязательно. Ребят, не забывайте подписываться на соцсети Дениса. Все ссылочки будут в описаниях. Также не забывайте подписываться на канал «Нетипичные будни». Всем здоровья, всех благ, всего хорошего. Денис, тебе спасибо. Все. Рад был с тобой увидеться. Я тоже взаимно, Да. взаимно. Всем пока. Все. Победа будет за нами. 48 минут. Че, кофеечка наимем?
А сейчас, друзья, стоп. Если вам понравился данный ролик и вы хотите видеть подобный контент чаще с новыми, известными и интересными персонажами, прошу поддержать мой канал донатом по реквизитам, которые вы видите на экране. На съемки подобного контента я трачу довольно много собственного времени, средств и сил. Поэтому я буду вам безмерно благодарен, если вы поддержите мой канал в развитии и ускорите выход новых роликов. Всем желаю здоровья, успеха, победа будет за нами. It goes a little something like